Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group. Как видите, новая обстановка, я снова в Корее. Сейчас на экране вы можете увидеть фотку, как я это все обустраивал. Это, конечно, было очень геморно, но тем не менее, ребят, спешу вас порадовать новым крутейшим роликом на канале и немножко внести ясность. Во-первых, ребят, не спешите проматывать это видео, да, потому что сейчас я вам расскажу, что вообще в нем будет, полное содержание и что мы сделаем в конце. Мы разберем полностью весь React, да, то есть прям с нуля для новичков полностью все, что вы хотели, все мы разберем. Вот, при этом в конце мы внедрим крутые библиотеки, которые также часто востребованы, да, в нашем React, да, потому что React без библиотек это уже не React в принципе, да. Поэтому мы сейчас сделаем все на чистом React, но в конце мы это все присыпем немножечко библиотеками, и будет прям круто. Итак, ребят, кто только пришел на наш канал, не забывайте подписываться, ставить лайк, колокольчик и писать комментарии для того, чтобы этот ролик продвигался, да, и на нашем канале вы найдете только практику. Минимум воды практически не будет, сухой теории тоже не будет, будем все миксовать с практикой, и это, в принципе, основная цель нашего канала, вот, и начиная сейчас с предыдущего ролика, да, с большого ролика про Amazon 2.0, мы начинаем большую игру на канале, да, мы идем к 100 тысяч подписчикам, да, и поэтому ролики будут грандиозные и большие. Подписывайтесь, чтобы следить за всем, да, за новым контентом. И, ребят, давайте такое условие. Вы любите ставить лайки, да, я люблю вам что-нибудь предлагать интересно. Давайте так, если набираем 1000 лайков на этом видео, да, это легко для вас будет сделать, то я снимаю такой же полный курс, но уже по Next.js, по моей профильной технологии, скажем так, по фреймворку. Но если же мы набираем 1500 лайков, это такая сверхцель, то, как многие просили, я сниму такой же полный курс, только уже по Redux. Redux Toolkit плюс RTK Query. Будет прям круто. Так что опускайте ниже, ставьте лайк, у вас крутая мотивация, и это будет круто. И также я напоминаю в начале этого ролика, что полный весь исходник, да, все, что мы сегодня напишем, можно скачать будет по ссылке в описании в нашем премиум хранилище, на нашем сайте, да, доступно по общей подписке, о которой я поговорю чуть позже, вот, но у тех, у кого уже есть подписка, вы можете скачать без проблем по ссылке в описании. Итак, ребят, давайте сначала разберем разницу NPM и Yarn, да. Прежде чем нам перейти к работе с React, да, нужно понимать, что такое пакетный менеджер, да, и в чем их разница. На самом деле у меня на канале был шорт, можете посмотреть недавно, да, где я сравнивал NPM, Yarn и PNPM. Вкратце, все, что вам нужно знать вот как новичку на данный момент, это то, что разница лишь в скорости, ну вот, основная такая разница, да, то, что вы сможете ощутить, пощупать, да, как новичок, да, это разница в скорости работы, в скорости разработки, да, в скорости установки пакетов и так далее. Я вам рекомендую исключительно использовать Yarn. Почему? Потому что NPM, он слишком медленно по сравнению с Yarn, при этом Yarn имеет некоторые преимущества, да, но при этом, если брать PNPM, да, это что-то вот такое сверхновое, скажем так, оно еще не до конца оптимизировано, не до конца подходит для всех проектов, поэтому пока что, ребята, на данный момент используйте Yarn, и мы вот сегодня будем использовать. По этому поводу пока не запаривайтесь, это вот такая утилита, пакетный менеджер, который вам позволит устанавливать любые библиотеки, любые пакеты в наше React приложение. Вот и все. Все, что вам нужно знать на данный момент. Пока что лишнее в голову не берите. И еще что вам нужно знать последнее, ребят, это про компилятор. Есть вид, есть Webpack. Вид вышел не так давно, ну как, я имею в виду на хайпе не так давно. Вообще был мастодонтом долгое время Webpack, да, и по сей день его везде требуют, на каждой вакансии, на каждом собеседовании требует Webpack. Что здесь важно понимать? Опять же, здесь разница в скорости, да, то есть сейчас я не вижу никакого абсолютно смысла, если есть вариант использовать вид, используйте вид. Ни в коем случае не используйте Webpack. Webpack вам понадобится только на собеседовании, да, но для своих пэт-проектов я бы использовал вид, потому что он просто быстрый, да, он просто лучше и все, вот и все. В React мы можем спокойно использовать в чистом React вид, поэтому его как раз таки будем юзать. Опять же, на данный момент вам не нужно углубляться, да, вот чуть дальше можете перейти, потом это углубиться. На канале был roadmap, можете посмотреть, да, весь путь фронтенд разработчика. Но пока что вот просто знайте, что мы будем использовать вид, он такой же, как Webpack, ничего там сложного нет абсолютно, да, просто он быстрее, поэтому будем его использовать. И, ребят, в принципе, можем перейти к созданию нашего приложения. Если бы у нас был тот самый Webpack, мы бы стали через npx create React App, ну так мы используем вид, будем использовать yarn create вид. Так, я одну букву пропустил. Вот, он спрашивает project name. Так, у нас будет приложение такое небольшое по машинам, да, на его примере будем развивать, поэтому car каталог, я так сделаю. Выбираем фреймворк, в нашем случае это React. Вот, другие пока не смотрите. И, опять же, ролик для новичков, для чайников, ну, это в хорошем плане, да. Поэтому, ребят, пока что не сосредотачиваемся на таких дополнительных моментах. Ставим React просто. И тут ставим либо JS, либо TypeScript. Опять же, TypeScript разберем в самом конце этого ролика. Это не тема этого урока, поэтому выбираем JavaScript. Все, видите, максимально все быстро. Если вы попробуете сделать то же самое, только через команду npx create React App, да, то же самое пробуйте сделать, то у вас ничего не получится, да, ну вот, просто попробуйте у себя, допустим, и вы ощутите разницу в скорости. Давайте запустим сам проект, я его открою Visual Studio Code, будем его использовать, собственно, опять же, на канале была настройка VS Code, можете посмотреть ролик полноценный код, и мы здесь указываем непосредственно car каталог. Все, вот мы открыли VS Code в нашем, я сделал чуть-чуть покрупнее, чтобы вам было точно видно, вот, я, может быть, потом со временем уменьшу, не знаю, пока что так разберем. Нам сейчас важно еще понять структуру проекта. Смотрите, по структуре мы имеем с вами тот самый вид конфиг, да, то же самое есть и в Webpack, штука, которая позволяет вам настроить компилятор.
Пока что к этому файлу вообще не смотрим, ребят, новички, проходите его мимо, просто знайте, это настройка компиляции вашего приложения. Package.json, да, это вам нужно знать этот файлик, который позволяет вам посмотреть все установленные зависимости, то есть те самые библиотеки, да, в нашем случае это React DOM, типизация, да, определенная, ну, это нам пока не интересно, и тот самый вид, как раз таки, да, это для продакшна и разработки, да, то есть для разработки почему? Потому что используется только в моменте, когда мы разрабатываем на локальном сервере. Дальше скрипты, это скрипты, которые служат для запуска нашего приложения, то есть мы будем писать в нашем случае yarn, к примеру, yarn dev, да, к примеру, и запускать этот скрипт первый, получается, вот, ну и так далее. То есть билд это для сборки проекта, да, когда вы будете его деплоить на продакшн, то есть на свой сервер, на свой хостинг и так далее, точнее, не на хостинг нельзя будет, на сервер, на домен и так далее. И превью это для просмотра той самой сборки. Мы будем запускать dev, собственно, логично. Эти моменты не стоит смотреть, здесь просто наименование вашего приложения, там, private и так далее, это вообще не смотрим. Вас это пока не должно интересовать. Индекс HTML, собственно, это та HTML-структура, в которой будет разворачиваться наше приложение, то есть все, что мы здесь будем иметь, напомню, React это, ну, мы сейчас еще о нем дополнительно поговорим, что такое React, да. Вкратце, да, это single page application, это все происходит в рамках одной страницы по факту, да, просто с помощью JavaScript у нас происходит изменение, да, реактивность, и у нас меняется страница. Вот в данном случае вы это прекрасно можете наблюдать. У нас есть одна HTML-структура и div root. Вот и все. Внутри этого дива будут лежать все наши страницы по факту и подключаться наш файлик main.jsx. Окей, здесь также favicon-очка, там HTML и так далее. HTML мы сегодня не разбираем. Дальше gitignore, да, файлик для гита, те файлы, которые мы игнорируем при использовании гита. Вот, я сразу же гит в нашем проекте выключу, потому что нам он не понадобится rmrf.git, удали папочку git, и в принципе нам это будет достаточно. Дальше папочка source, основная папка, в которой будем вести работу. Здесь будут все наши компоненты. Я вам в конце этого ролика расскажу свою структуру, которую я использую в своих проектах, да, и объясню, что для чего служит и какую я рекомендую структуру, на мой взгляд, опять же. Поэтому досмотрите ролик до конца, и он будет супер полезен. Здесь мы видим папочку assets, да, то есть это обычно туда кладут всякие стили, те же самые SVG-шки и иконки, имиджи и так далее. Вот, но я предпочитаю картинки класть в паблик. Я вам расскажу чуть дальше почему. Тут есть CSS, да, стили, соответственно, есть JSX. Мы с вами чуть позже вернемся к JSX, разберем, что это такое. И, собственно, это те самые наши компоненты. Вот. Мы сейчас опять же к этому перейдем. Вот наш главный файл, где все запускается, да, он создает root, да, потом он выбирает то, куда мы это будем все ложить, вот, ищем полностью наш root, короче, вот div, дальше мы его нашли, да, и запускаем рендер, вот и все. Strict mode, да, жесткий режим можно ставить, можно не ставить. Будьте внимательны, ребят, когда вы ставите жесткий режим, некоторые новички путаются, у вас при определенном дебагинге может срабатывать console log 2 раза, да, это вот важно понимать, просто те, кто сталкивался, то есть это из-за strict мода. И вот сам главный наш компонент, вот и все. Потом в потенциале мы там сделаем роутинг, то есть переключение между страницами, это все также там будет. Дальше паблик, и тут у нас всего лишь один файлик. Да, паблик, что значит папочка паблик? Значит то, что она публична, да, и мы можем иметь доступ к этим файлам просто по обычному пути. Допустим, у нас запускается на localhost 3000, просто слэш, просто white.svg. Вот и все. И тем самым будем иметь доступ к этой картинке. Вот и все. То есть вот максимально все просто. Поэтому я рекомендую все картинки класть именно сюда. Так будет лучше. Не знаю, ребят, насколько я здесь могу просидеть в этом. Ну, кресло-то удобно, но, блин, у меня ноги не помещаются, к сожалению. Пришлось под себя ложить, короче. Так, ребят, рассказываю про компоненты, да. Давайте немножко про компонент. Компонент, по факту, это обычная функция. Она может быть либо стрелочная, либо обычная функция. Есть вариация, опять же. Что важно понимать? Раньше были классовые компоненты и функциональные, потом пришли, да, и сейчас, в принципе, классовых практически нигде не заметишь. Только в старых проектах, которые уже не поддерживаются, да, в принципе. Я вам что могу сказать, как новичкам? Как новичкам я могу сказать то, что не запаривайтесь. Вот, если на работе вам, ну, вы устроитесь на работу, там, да, и будет там условно legacy код, который будет с классовыми компонентами, окей, научитесь без проблем, да, это несложно будет сделать. Но на данный момент, когда вы пишете пэт-проект, когда вы практикуетесь, даже не смотрите в сторону классовых компонентов. Это пока вам не нужно. Их сейчас практически нигде не встретишь уже, и это, ну, устаревшая эра, скажем тогда, к которой возвращаться, в принципе, не имеет никакого смысла. Соответственно, есть определенные различия, да, и основная фишка, почему все перешли к функциональным компонентам, это то, что пришли хуки. Я вам расскажу, что такое хуки чуть попозже, да, хук это вот такая штука, да, по факту это функция обычная, да, которая просто начинается с ключевого слова use, тем самым ее можно использовать внутри компонента, вот и все. То есть и внутри этого хука можно использовать другие хуки и так далее. Мы об этом с вами поговорим еще, опять же, не парьтесь. Вот, что еще? То есть по факту наш компонент это обычная функция, и мы в React можем разбивать все на подкомпоненты, на мельчайшие компоненты. К примеру, у нас идет с вами там каталог машин, и, ну, мы это еще будем с вами делать сегодня, и у каждой машины есть вот карточка, да, к примеру, карточка, и эту карточку можно вынести в отдельный компонент. Более того, мы можем разбить все более детально. Допустим, в каждой карточке есть рейтинг, это опять же отдельный компонент, в каждой карточке есть условно, я не знаю, там, кнопка «Купить», это отдельный компонент, текст, допустим, информация об автомобиле, это также отдельный компонент, и у нас все получается в мельчайших компонентах. Почему круто так делать? Потому что тем самым у вас получается максимально чистый и красивый код, да, и когда вам нужно найти какую-то ошибку, вы четко знаете, где у вас это находится. У вас нету лапши на
100 строк кода, и я вам не рекомендую так делать ни в коем случае. Если у вас компонент занимает более 100 строк кода, значит вам его нужно рефакторить и разбивать на подкомпоненты. Я думаю, это понятен момент. Вот. Сейчас мы с вами давайте перейдем к особенностям JSX. Как видите, то есть уже могли заметить новички, что это как бы HTML, но не совсем, да, немножко отличается. И мы сейчас перейдем к особенностям JSX. Но и перед этим, ребят, давайте поговорим о нашей подписке, да, и вот я вам вначале говорил, что, во-первых, вы можете скачать исходники этого и других любых проектов в нашем YouTube-канале бесплатно в нашем хранилище, да, если у вас есть премиум подписка. Но что это вообще такое, да, Макс, что такое премиум подписка? Мы новенькие, мы не знаем условно. Все очень просто, ребят. Минимальная цена, да, это тариф на 1 месяц, стоит всего лишь 1990 рублей. Тариф, который мы ввели не так давно, и он пользуется невероятным спросом, потому что позволяет людям попробовать это все и ощутить, надо вам это или нет, и потом продлить со скидкой условно. Чему вы научитесь, ребят, в целом, да? В целом вы научитесь разрабатывать приложение любой сложности. Почему любой? Потому что там есть интенсив как для начинающих, так и для продвинутых. Что мы там уже разработали? Смотрите, мы разработали там уже приложение для тренировок. Это большое, крутое приложение для новичков, для начинающих, да? Это вот идеально будет продолжение после этого урока. Вы посмотрите урок и перейдете на платформу и начнете проходить интенсивы для начинающих. Их два в связке, да, один по бэкэнду, другой по фронтенду, которые вам позволят научиться разрабатывать уже прям практичное, крутое приложение, да, для тренировок. Там и подходы, и упражнения, и так далее. Приложение невероятно крутое. Далее, что вы делаете? Вы переходите на интенсивы для продвинутых, то есть повышаете свой уровень. И там уже более серьезный проект. Там разработали с вами онлайн-кинотеатр по типу Netflix, Ока, Иви и так далее. То есть там есть рейтинговая система, там есть слайдер, там есть админ, панель полноценная, есть разделение ролей, то есть есть обычный юзер, есть гость, есть админ, есть также полноценная менюшка, есть свой видеоплеер. Короче, там огромное нафаршированное приложение, там функционала просто немерено. Но это уже такой продвинутый уровень, и вот после этого ролика вам будет еще сложно перейти. Поэтому переходите на платформу, покупайте подписку, начинайте проходить с нуля, да, до продвинутого уровня условно. Вот онлайн-кинотеатр это вообще вот то, к чему вам стоит стремиться. После этого можно также приправить это все очень крутым интенсивом по мобильной разработке. Там также используется тот же самый React, и вы также кайфанете невероятно. Просто для развития своих знаний, скажем так, да, это будет вообще крутой интенсив. Короче, в целом получаете 6 интенсивов разных уровней. Кроме этого, у нас есть поддержка шикарная в веб-чате, там 350 человек отвечают максимально быстро на любой ваш вопрос, и это самое главное, что выделяет нас среди конкурентов. Кроме этого, опять же, исходники каждому видео я выкладываю именно там для премиум аудитории. Там уже выложено 70 репозиториев разных проектов. Это у нас был и YouTube 2.0, это у нас был и Rutube 2.0, это у нас был ВК, это у нас был админ панель. Вы сейчас увидите у себя на экране все эти проекты. Там невероятное множество этих проектов. Я даже, честно говоря, уже все подзабыл. Короче, там вот все эти репозитории вы можете зайти, скачать любой проект и его у себя поюзать, понять, как использовать лучшие практики в том же React, например. Кроме этого, проходят также ежемесячные стримы, ежемесячные розыгрыши, всякое менторство, условно, ревью кода и так далее. И есть также рубрика «Проект с нуля», да, где мы разрабатываем различные проекты там за 40 уроков, к примеру. Да, мы там разработали приложение для путешествий. Вот, это все входит в одну комплексную подписку. Пока есть подписка, есть доступ к интенсивам. Вот, потом также продлеваете спокойно каждый месяц по 2000, либо берете там сразу там доступ навсегда, есть тариф невероятно выгоден, да, купили один раз, и за все, что будет выходить в будущем, и все, что сейчас есть на сайте, у вас все будет бесплатно. Вот, а тариф навсегда называется. И есть тариф также на 3 месяца. Вот, ссылочка в описании, залетайте, и вообще оплата подписки, это будет лучшая благодарность этому ролику, да, если вы поддержите меня, нашу компанию, точнее, небольшой копеечкой, это будет нам полезно для развития, для расширения команды, да, вам это будет полезно в качестве материала, поэтому, я надеюсь, мы будем друг другу полезны, ссылка в описании, переходите, покупайте тариф на 1 месяц и кайфуйте. И опять же, напомню, это будет идеальное продолжение текущего ролика, то есть вы закончили ролик, туда перешли, продолжили обучение, и это прям будет вообще идеал, вот это прям вот вообще кайф будет. Ну и, ребят, давайте сейчас я также вам покажу отзывы, да, что-то я не подумал, отзывы многие спрашивали, давайте сейчас на экране вот раз отзыв, 2, 3, 4, 5 отзывов, вот я вам покажу на экране, посмотрите, и если они вам как-то отзываются, то тогда вам точно стоит перейти на платформу. Вот, просто многие спрашивают отзывы, хотя не вижу у них никакого смысла абсолютно, потому что, опять же, вы меня видите, прекрасно знаете мой уровень, мои проекты, поэтому, ну, окей, некоторым это полезно. Все, продолжаем. Собственно, JSX. JSX это такой же HTML по факту, как видите, да, но с некоторыми особенностями. Во-первых, внутри него можем писать JavaScript код в фигурных скобках. Во-вторых, у нас все атрибуты, они немножко изменены, но большинство изменено, да, к примеру, класс у нас нету, он зарезервирован, есть только класс name. Ну, это такая особенность мельчайшая, да. Также у нас onClick, да, и все, что идет там с 2 слов, условно, с 3 слов и так далее, мы пишем как KML case формат, то есть каждое слово с большой буквы. То есть не onClick, да, просто onClick вот так, да, с маленькой буквы, а onClick с большой буквы. Вот, тут можем вызывать какую-то функцию, условно, как здесь, да, к примеру, но мы к этому еще перейдем, не парьтесь пока что. Давайте сейчас напишем что-нибудь максимально базовое. Давайте удалим код весь лишний, удалим класс name. И напишем здесь просто h1. У меня Emmet с последних времен почему-то перестал работать. У кого также пишите коммент, ребят. Каталог. В веб-чате писали, что реально у многих прям такая проблема, видимо, с обновлением VS кода. Или Cars каталог. Cars каталог. Вот, просто сделаем h1. Это мы пока убираем. Сохраняем. Давайте стили мы тоже удалим. Они нам здесь не потребуются на данный момент. И папочку assets я тоже предпочитаю удалить. Все. Запустим наш проект. Откроем наш терминал. Как я и говорил в начале, пишем yarn-dev. Да, видите, сам попался на свою же ошибку. Пишет, что command not found. Потому что мы забыли, когда мы используем вид в качестве компилятора, нужно также поставить
поставить все библиотеки. Он их изначально не ставит. Пишем просто yarn для установки всех библиотек. Он берет все библиотеки отсюда, да, их версии, и устанавливает, да, их в папку node-modules. Собственно, сейчас это у нас все происходит. Пишем yarn dev, и, как видите, все запустилось. Localhost 5173. Давайте его откроем в браузере. Для видео я использую обычно Mozilla 5173. И, как видите, у нас первая ошибочка. Тут ошибки максимально все понятные. Если знаете английский, и вам его нужно знать, потому что вы являетесь разработчиком, да, без этого никак. И вообще, ребят, те, кто переименовывают, точнее, меняют язык в VS Code, я не рекомендую так делать строго, потому что учите английский язык, ребят, это вам потребуется. Некоторые зачем-то ставят в редакторе русский язык, это полный бред, это вам еще усложняет жизнь сильнее. Значит, failed to resolve import, все понятно, да, он не может импортировать. Смотрим сюда, main.jsx, и видим, что у нас пытается импортировать файлы, которые мы удалили. Удаляем эту строчку, сохраняем, все. Что дальше у нас пишется? Значит, не может найти app CSS, потому что, опять же, в компоненте app у нас импортируется app CSS, которого уже нету. Удаляем, сохраняем, все. Вот наш cars каталог появился. При этом, если мы будем менять что-то, то он будет сразу, давайте я так даже разделю немножко на экранчик, да, чтобы вы все видели прекрасно. Если мы что-то будем менять, допустим, cars каталог 1, то он сразу же обновляется, да, то есть работает live reload. Отлично. Как-нибудь немножко наведем марафета, создадим новый файлик и назовем его, допустим, опять же, вернем папочку assets, все-таки я привык так делать, да, создадим в ней папочку styles, стили и создадим файлик, значит, global CSS. Вот. Я сейчас, возможно, опять же говорю, что немножечко уменьшу шрифт, да, если не будет помещаться, пока что все помещается, и вам с телефона будет комфортно смотреть. Тут немножко покрупнее сделаем. Значит, давайте просто глобально для body я хочу поменять background. Background color ставим, ну, единички поставим, допустим. И теперь его нужно подключить. Идем сюда и импорт. Просто импортируем вот то, что мы только что взяли. Global CSS сохраняем, все, как видите, все прекрасно работает, только единственное, текст в таком случае, да, color, мы делаем белый, все. Да, но так он не хочет работать, давайте для H1 зададим отдельно. Ребят, да, я забыл, я уже совсем уже JavaScript в голове, тут не нужно писать же эти кавычки, бывает. Сохраняем, все прекрасно работает. Окей, теперь, ребят, давайте поговорим о небольшой особенности, собственно, React, да, и почему все выбирают Next. Это тоже новичкам важно понимать. Смотрите, ребят, какая особенность есть. Вот наш замечательный, да, React приложение, но если же мы вдруг открываем View Page Source, вот наша, собственно, исходный код нашей страницы, да, что мы с вами видим? А мы с вами видим интересную особенность. Мы видим заголовок cars каталог, но при этом, если мы смотрим наш код, а заголовка-то и нету. Есть тот самый div ID root, который я показал в начале, да, а заголовка-то нет по факту. А вы нас спросите, Макс, а где заголовок-то делся? Все очень просто, ребят. Смысл в том, что React все это делает на клиенте. То есть, как только вот сайт загрузился, и потом только React добавляет туда весь контент. И огромный минус в том, что поисковые машины, кто бы что ни говорил о том, что они вот уже оптимизированы, да, уже под SPA и так далее. Ребят, на самом деле нет, да, и ваша SEO-оптимизация будет крайне страдать, прям очень сильно страдать. То есть поисковая машина по факту, да, когда будет заходить на ваш сайт, Google, Яндекс, неважно, все, что он будет видеть, это вот тот самый код, который мы только что посмотрели. Вот, тот самый код, вот. То есть он не видит никакого контента абсолютно. Будут у вас там посты, там фильмы, товары, там, неважно, что угодно, он ничего видеть не будет. Соответственно, для этого нужно использовать SSR, да, это серверный рендеринг, опять же, этим пока что голову не забивайте, это когда у вас данные генерируются на сервере, да, и уже готовые данные отправляются вот в браузер, когда человек открывает сайт. Это все интегрировано, реализовано в Next, да, и поэтому я в начале ролика сказал, если наберем 1000 лайков на этом видео, то я сниму такой же полный курс уже по Next, это тот же самый React, только с SSR, да, грубо говоря. Пока что это не смотрим, вот просто знайте, что SEO-оптимизация у вас будет страдать, вам либо придется костылями все делать, либо использовать Next.js, то я крайне рекомендую. Так, первый компонент мы с вами, в принципе, React создали уже, вот это, да. Ну, давайте создадим еще один, наверное, компонент, давайте попробуем так сделать, да, я создам компонент, во-первых, new folder, да, будем делать уже сразу правильную структуру components, значит, new folder. Будет у нас UI, да, мы отдельно потом сделаем UI. Или, может, не будем делать, не знаем. UI — это, короче, все компоненты, которые часто будут использованы. Кнопки, поля, формы и так далее. Это все относится к UI. User Interface в переводе. Значит, я также еще обычно делаю screens, да, то есть это экраны по факту. И в нашем случае я буду считать это экраном. То есть экран, который будет называться главный. Вот, Home. Откроем здесь сам экран, Home JSX, вот наш компонент, да, и я из него просто все перенесу вот сюда. Вот. Я обычно привык, на самом деле, не так делать функции, да, мне так не нравится. Вот, вы как хотите делать, разные есть варианты. Я привык вот так делать, как стрелочная функция. Таким образом. Вот такие. Вот. Но опять же, чтобы вам не усложнять жизнь, я понимаю, что с многим это будет сложно понять, стрелочная функция. Поэтому давайте пока что это опустим и как будто будет обычная функция. Вернем обычную функцию. Все, не будем сейчас, опять же, лишнее писать. Я хочу сделать максимально легким этот ролик, чтобы вам не было ничего сложного. Поменяем на home, и наше главное готово. Этот мы то удаляем, и в мейне пишем тогда home. И не забываем импортировать. Только здесь у нас путь, значит, slash components, slash screens, slash home и дальше slash home. Сохраняем. Все, видите, ничего не поменялось, при этом у нас есть теперь отдельный свой компонент с крутой структурой. Итак, ребят, давайте теперь разберем варианты, как можно писать стили в React. Смотрите, у нас есть тот самый вот H1, да, мы с ним уже поработали. Давайте мы сейчас, наверное, уже представим что-нибудь более интересное. Да, сделаем div.
да, div, допустим, вот. Не знаю, ребят, почему-то реально Emmet не работает в VS Code, я уверен, что многие из вас с тем же сталкиваются, вот, исходя из обновления VS Code, пишите в комментах, в чем проблема. Может быть, мне поможете, а то я уже устал, честно говоря. Делаем div и делаем еще один div. Допустим, создадим карточки наших машин, да, у нас будут вот просто карточки наших машин. Div. Так, только у нас здесь такой нюанс небольшой здесь, видите, в чем нюанс, да, заключается. Окей, допустим, это будет у нас обычный заголовок, да, h2 car1. Описание какое-то будет, ну, давайте даже не описание, а цена, да, цена там будет, допустим, $100. Мы пока, ну, я понимаю, что не $100, $100 тысяч, к примеру. Пока что не запариваемся, ребят. И какая-то кнопочка, условно, button. Вот. Read more, да, прочитать больше, read more. Сохраняем, вот наша машина, собственно, появилась. Давайте попробуем ее украсить. Какие есть варианты, смотрите, стилей. Давайте самый базовый вариант, это писать стили прямо здесь инлайном. Так никто не делает, но тем не менее, да, бывают такие случаи. Значит, здесь не как в HTML, да, мы не пишем там вот так, да, стили и так далее. Так здесь не работает. Открываем фигурные скобки, но сейчас мы открыли скобки только для написания JavaScript кода. Теперь же откроем внутри этих скобок сам объект. Объект открыли. Окей. Дальше тут есть даже у вас подсказки будут прекрасные. Можно писать что угодно, любые стили. В нашем случае давайте опишем, допустим, border, 1 пиксель, solid, там, допустим, FFF. Все, вот наша рамка создалась, соответственно. Вот. Это первый вариант описания стилей. Понятно, да? Удаляем. Второй вариант. С помощью class name. Да, делаем class name, делаем, допустим, car item. Идем, допустим, в глобальный файл, ну, как в обычных HTML проектах, да, car item, и, допустим, опять же, ну, давайте опять же border, 1 пиксель, solid, давайте, ну, для разнообразия сделаем gray, допустим, я не знаю. Вот, пожалуйста, все появилось, да? Но есть третий вариант, он более верный, на самом деле, да, и более крутой. Есть еще там другие варианты, но мы их рассматривать не будем. Смотришь основные варианты, ну, основные такие популярные, крутые варианты. И это модульность. Модульность невероятно круто, сейчас объясню почему. Мы создаем модульный файл, значит, new файл, да, назовем его home.module. Обычно называется он как компонент, и рядом пишется .module.css. И в нем то же самое вставляем, да? Только этот car можно убрать, сейчас объясню почему. Просто item. Теперь здесь откроем фигурные скобки и импортируем styles. Сейчас покажу, как это делается item. Теперь давайте импорт пропишем. Импорт просто служит для того, чтобы импортировать. Импорт, идем сюда, home модуль CSS, да. Только мы здесь импортируем from, забираем сюда styles. Styles item. Сохраняем. Так, только фигурные скобки, ребят, зря поставил. Мы же берем styles как дефолтный импорт. Вот так. Все, сохраняем. Как видите, все так же сработало. Но это подход невероятно крутой. Почему? Потому что тем самым, ребят, мы можем с вами просто круто писать короткие классы, да. И почему я пишу короткий класс? Я не боюсь за то, что он будет использоваться где угодно, потому что он инкапсулирован именно в этой зоне. Посмотрим код, и мы с вами все прекрасно сейчас поймем. У нас, видите, какой класс новый появился? Значит, нижнее подчеркивание item, какой там суев, нижнее подчеркивание 1. Круто, я считаю, что невероятно круто, прям очень круто. И тем самым, что бы вы здесь ни писали, у вас всегда будет уникальный класс. Вот этот вот подход, он самый идеальный, скажем так, самый правильный. Собственно, и мы с вами, этому подходу мы с вами и будем следовать. Давайте пока так оставим, хорошо? Вот, ребят, и, допустим, у нас на данный момент стал вопрос, а как же нам с вами сделать картинку? Да, как же нам вывести здесь картинку? Смотрите, ребят, еще такой момент сейчас понял, да, что я вначале вам забыл рассказать, что такое React в целом, да? Я вот думаю, а вообще нужно ли это рассказывать, потому что и так все на пальцах понятно, да, и так все видно. Давайте еще раз к этому вернемся немного, да, потому что вдруг все-таки некоторые из вас на данный момент до сих пор еще не поняли, что такое React. Значит, смотрите, ребят, React это, как написано, JavaScript библиотека для создания пользовательских интерфейсов, да. Если говорить максимально все просто, да, то есть это тот инструмент, тот фреймворк, да, ну, я его буду называть фреймворком по факту, да, который вам позволит писать реактивные приложения. Что такое реактивное приложение? Обычное приложение у нас, да, допустим, написано на PHP условно, там, я не знаю, любое приложение в интернете, оно является не реактивным, да, то есть оно у нас является multi-page application, да, то есть там много страниц. Как вы помните, допустим, переходим в другую страницу, у вас обновляется страница, идет загрузка и так далее. К примеру, также сработает наш сайт, как раз наша платформа. Вот, но мы ее сейчас обновляем активно, дальше пишу новый стэк как раз таки вот на React, на Next и так далее. Вот, и сейчас, как видите, мы переходим в интенсиве, к примеру, да, и у нас страничка обновляется, да, то есть, и это не очень хорошо, да, то есть это как бы круто вроде бы, но не очень хорошо, у вас слишком много всего грузится. Вот, и при этом React нам позволяет, дает нам крутые инструменты для того, что вы дальше их посмотрите, то есть, чтобы нам получить данные с сервера, чтобы нам как-то улучшить наш интерфейс, сделать анимацию, поработать с полями, сделать отслеживание при изменении чего-то будет меняться что-то. То есть, к примеру, там, я не знаю, добавили товар в корзину, корзина обновилась, вверху появилось окошко и так далее. То есть нам позволяет все это делать максимально реактивно. То есть у нас изменения, они завязаны на какой-то, допустим, переменной, на каком состоянии и так далее. Мне для вас вот сейчас, опять же, я не теоретик, ребят. Я сам, когда изучал React, я не учил теорию ни разу. Я просто понял, как он работает. Вот просто вот делал проекты и со временем понимал. Да, возможно, это подход не идеальный, скажем так, да, но я такой подход пропагандирую. И на ютубе очень много роликов про
про React, там рассказывают про теорию и так далее. Я не хочу читать документацию, честно. Это вы можете сделать в любой другой момент, открыть документацию, почитать подходы и так далее. Давайте мы сосредоточимся на практике, я вам расскажу просто, как его использовать, и вы уже со временем просто поймете весь его прикол и все его фишки. Поэтому давайте продолжать. А следующий нюанс, как подключать картинки. Касаемо картинок, ребят, давайте возьмем в интернете любую картинку, допустим, images, google.com. Машинку, допустим, не знаю, BMW, 3 серия, да, к примеру. Любую картинку абсолютно, нам это сейчас вообще не важно, да. Возьмем сейчас, давайте вот эту красиво возьмем. Copy image link, как будем подключать, смотрите. Давайте я ее скачаю все-таки, хочу скачать именно. Вот, хочу именно скачать, потому что, чтобы показать варианты. Значит, первый вариант, да, это мы можем прямо сюда, в наш корень нашего сайта, да, ну не корень, скажем так, а рядом с нашим компонентом закинуть прям картинку, вот она. Картиночка, давайте ее переименую для удобства, 1 wp, формат картинки. Пишем, допустим, image, source и указываем наш путь. То есть мы также импортируем, как и любой другой файл. Вот и все, пишем просто импорт, значит, car1, да, вот, from 1.wp, вот так. Берем car1 и, собственно, вставляем ее здесь. Вставили, да? Не забываем прописать alt, как обычно, да? Смотрим картинку нашу, вот картинка появилась. Все прекрасно, да? Вот, ну такой подход крайне неудобен, на самом деле, да, и могут быть конфликты при деплой, вот. Я рекомендую все-таки подход более интересный. Во-первых, во всех случаях мы обычно берем данные с сервера, да, но если мы их не берем с сервера, то мы их берем из папки public, помните, я вам говорил? Переносим файлик сюда, и теперь наш путь сокращается, да, и пишется в таком формате, /1wp. Вот наша картинка также появилась. Вот, такой подход гораздо лучше. Это мы с вами также сделали. Давайте картинку мы сейчас с вами немножко преобразуем в любом случае, да, чтобы она была красивенькая у нас нарядная. Давайте сделаем обычный div. Туда поместим картиночку, да, сделаем ее стайл. Немножко накинем все стили, ребят, немножко практики, да, стили. Background image, вот наш background image как раз таки будет. Это мы с вами уберем, сохраним. Теперь тут нужно, в React также можно, если у вас, допустим, внутри тега ничего не идет, можно его закрыть просто вот так вот. Все, это можно убрать без проблем. Теперь мы ему зададим class name, да, и укажем тот самый styles. Styles image пусть будет. Все, теперь мы можем легко к нему обращаться через стили. Так, что еще я хотел здесь? Пока что все так же ставим. Давайте обратимся к item, image, допустим, обращаемся к имиджу. И что нам здесь нужно сделать? Background size. Ну, конечно же, ребята, у нас не работает emit, поэтому придется вручную писать background cover. Значит, width 100%, haze пусть будет не 100, а типа там 200 пикселей условно. Вот, значит, также я хочу сделать background position center, background repeat. Я специально делаю картинку как background, потому что у нас будут картинки разного размера. Вот, все, мы ее так сделали, пусть будет. Все, наша картинка готова. Единственное, я бы в глобальном файле немножко дал бы отступов, то есть по краям. Паддинг пусть будет 0 и там по 10 пикселей, к примеру. Вот, ладно, пусть будет по 20 пикселей, вот так. Красиво, пойдет. В самом айтеме я бы сделал, даже, знаете, не в самом айтеме, а тут нужно создать новую оберточку, div, да, div. Вот так оборачиваем, да, и это у нас будет div, class name, я его назову information, или info просто, info, блок информации. Идем сюда, я такую простую, ребят, сейчас делаем практику в стиле написания, и я хочу им просто дать паддингов, вот и все. Просто даем паддингов. Единственное, вижу у него отступы, да, какие-никакие есть, и они не обнуляются, поэтому я для всех элементов обнулим отступы. То есть маржа 0, паддинг 0. Вот и все, чтобы оно все обнулилось. Так, тогда в таком случае, так, ну только не здесь, да, а я немножко не там, в глобальном файле обнуление произойдет. Вот, а здесь тогда мы все-таки добавим немножко отступов, то есть сверху по 10 пикселей пусть будет. Даже пусть сверху будет по 30 пикселей, вот так. И в таком случае тогда для h1 все-таки мы вернем h1, да. Я хочу глобально задать, пусть будет глобально margin bottom 20 пикселей. Все. Хорошо, в плане info у нас есть, значит, info h2, margin bottom 10 пикселей, да. Опять же, хотите красоты какой-то получить, да, смотрите наши интенсивы, там я готовился 3 месяца, там прям все красиво будет. Здесь же не так все красиво, но тем не менее. Margin bottom, вот, тут сделаем 10 пикселей. Все, нам пока такой вариант вполне подойдет, да. Как можно подключить, ребят, какой-нибудь шрифт красивенький? Просто идем Google Fonts. Google Fonts. У нас, кстати, уже есть какой-то шрифт, да, мы его где-то использовали. В последнем большом проекте на YouTube. Давайте его прям как раз используем, чтобы новый не искать. Я беру импорт именно в стилях, вставляю его здесь. Самый такой простой вариант, самый выверенный, проверенный вариант, скажем так. Копирую font family и вставляю здесь. Все, вот так все красиво у нас будет. Так, нам пока пойдет. Мы сейчас, ребят, опять же, насчет стиля не паримся. Вообще не паримся, вообще не думайте об этом. Button пока оставим, даже я потом это сделаю как линку, на самом деле. Не хочу сделать кнопку, пусть будет пока так. Окей, у нас есть Cars каталог, да, есть первая наша машина замечательная. Вот. Ну, как видите, у нас компонент разрастается, да, и мы сейчас со временем будем его разбивать на подкомпоненты. 100% это нужно сделать, по-другому никак. Давайте попробуем теперь с вами вывести элементы. Допустим, у нас есть много машин. Давайте я сейчас создам фейковые данные для этого. Создаем новый файл, назову его, к примеру, там cars data.ts. Как будто у нас есть уже фейковые данные. Просто это будет обычный массив данных. Вот и все, для того, чтобы вывести машины. Const cars.
Сейчас я быстренько подготовлю. Опять же, смотрите, я сейчас запущу локальную базу данных, да, то есть это вот, ну, чтобы у нас картинки подгрузились, да, мы сейчас пока что сервером работать не будем, но я запущу уже заранее, потому что картинки идут у нас именно оттуда. Вот, саму эту базу данных я также скину для премиум хранилища, по ссылке в описании можете скачать. Тут просто открывать весь проект, собственно, все, что нужно сделать, поставить себе JSON сервер, да, чтобы его запустить, пишите сначала npm install global JSON сервер, вот так, поставили его, собственно, быстренько, да, и потом вопрос запускайте. Я его тоже поставлю, потому что у меня обновился npm, и нужно заново его просто поставить. Вот так устанавливаете, запускаете JSON сервер, и это как бы, как видите, у нас заполнены уже машины есть, да, определенные, и это как бы будет такая, самый простой вариант базы данных, вот самый простой вариант сервера нашего. Пишем, значит, теперь с вами JSON сервер, и, собственно, запускается. Давайте, JSON сервер db.json. Вот, запустились, как видите, вот наш localhost. Единственное, я бы порт поменял, ребят. У нас порт 4200 должен быть. Давайте порт поменяем. В конце пишем -p и 4200. Все, вот запустился, видите. Все, скрываем, все, у нас картинки теперь есть. Вот, я здесь просто добавил, собственно, вы можете в интернете взять картинки без проблем, да, если не хотите скачивать в описании, допустим. Есть вот наш массив замечательный. Есть ID-шник, name, price и image. Вот наша картиночка. Все. Это наши такие фейковые, две машины есть. Тут обычный массив, ничего сложного нету. Давайте теперь его импортируем. Значит, импорт. Значит, from cars data. Тут мы с вами забираем cars. Теперь, как нам вывести все эти машины, то есть вывести на страницу, да, скажем так, в React. В React для этого, собственно, есть map замечательный, да, который этим занимается. Давайте я уменьшу чуть-чуть шрифт, чтобы вам было видно, как мы это сейчас будем делать, полную всю структуру. Значит, мы с вами здесь создаем вот такую штуку. Пишем cars.map, вызываем метод массива map, да, для итерации. Берем car на каждой итерации, и, собственно, на каждой итерации мы показываем одну штуку. Вот та самая одна штука, вот тот самый наш item. Смотрите, да, вот так как бы можно все сделать, оно как бы работает на самом деле, но будут определенные ошибки. Давайте немножко сейчас поработаем. Значит, React будет ругаться, ну, можно уже посмотреть, я думаю, инспект. Вот уже видите, одна ошибочка. Он будет говорить, что должен быть уникальный ключ. Ключа нет, давайте пропишем его. Это обязательно делать каждый раз, когда вы делаете map, ключ задавать обязательно. Пишем key.car.id. Вот, у нас ID является уникальным. Сохранили, обновляем страничку. Вот наши две машины. Да, но у нас, как видите, пока что дублируется просто BMW, потому что мы данные не подгрузили. У нас есть машина, но мы ее никуда не выставляем пока что, да. Поэтому меняем здесь, во-первых, картинку. Значит, для этого меняем эти скобки на обратные. У меня стоит специальный экстеншн, который это уже делает. Опять же, настройку на канале смотрите. И пишем здесь car.image. Окей. Здесь, вот в этом плюс JSX мы можем прямо внутри писать с вами JavaScript. Пишем car.name. Да, это название машины. Это у нас будет car.price. Только давайте используем JavaScript, да, для того, чтобы нам красивенько вывести этот прайс, иначе это будет просто обычно. Ну, давайте нажмем. Да, видите, это обычно сумма будет. Давайте ее преобразуем. Для этого у нас есть конструктор initial, по-моему, так он называется. Тут перед этим ставим точку. Number формат. Открываем. Здесь указан определенный option. Да, здесь в конце пишем формат. Указываем вот это то, что мы будем форматировать. Вот при этом здесь внутри мы давайте пропишем, собственно, сами опшены. Значит, что мы указали, ребят? Это ENUS, да, формат. Ну, я могу поставить не английский, да, а русский, в принципе, как у нас, да, принято. Style currency, это мы убираем, да, это я в интернете нашел. Вот, style currency и currency USD. Все, ставим, вот такая у нас будет цена в долларах. Окей, ну, это обычно JavaScript, здесь как бы мы останавливаться не будем на этом. Все, и кнопочка. Все, вот как бы у нас все прекрасно выявилось. Единственное, нам не хватает отступов, давайте их зададим. Значит, я перейду сюда, margin bottom, 10, давайте 20 пикселей. Вот, видите, отступ немножко добавился. Давайте даже побольше сделаем, что-то он какой-то прям маленький, 30. Значит, и что мы теперь, ребят, имеем? Мы теперь имеем такой момент, что у нас все красиво вывелось, да, и все данные, которые были в массиве, они у нас красиво вывелись. Почему важно это понимание, как работать с мапом? Почему? Потому что когда у нас приходят данные с сервера, мы будем их выводить примерно таким же образом. Вот, давайте теперь поговорим о всяких кондишенах, да, внутри JSX, да, и немножко тернарные операторы. Смотрите, ребят, допустим, у нас приходят данные с сервера, да, сейчас-то понятно, у нас машина есть, да, мы все прекрасно понимаем, да. Если нам приходят данные с сервера, и как будто машин нету, да, и машин просто нету, их пусто. Нам нужно вывести сообщение о том, что машин нету. Для этого пишем cars, у него проверяем length, то есть длину массива. Если length есть, значит все, мы показываем наши машины. Если же нет, то мы в конце ставим иначе, да, тиранный оператор, и вот подсказывает уже сообщение, что машин нету. Вот, машин нету. Сохраним. Как видим, машины есть, но если мы, к примеру, сейчас с вами перезададим, к примеру, мы уберем импорт, да, сохраним, то у нас вообще ничего не заработает. Давайте мы переназначим просто cars, как будто пустые машины. Все, видите, все, машин нету. Все, машин просто нету. Окей, вернем обратно все, да, и у нас уже есть готовая структура под наш бэкэнд. Допустим, мы можем уже спокойно быть уверены в том, что если данных не будет, у нас в любом случае будет правильная проверка. Все, вот наши машины обратно появились. Давайте сделаем декомпозицию небольшую, да, и распределим все на пропсы. Значит, мы возьмем вот этот наш div, да, и вынесем, помните, вначале говорил про компонент. Так, забираем это, создадим новый компонент, новый фолдер, я создам обычно car item, и новый подкомпонент, назовем его car item.
и в него мы вынесем всю структуру, которая нам нужна. Пишем здесь function, car. Я буду писать специально простые функции, опять же, чтобы вам не усложнять жизнь, ребят. Экспорт. Так, окей. Значит, здесь делаем return и вставляем просто, вот. Это то, что мы возвращаем. Тут принимаем пропсы. Что такое пропсы, ребят? Пропсы — это те данные, которые мы прокидываем. К примеру, вот мы здесь выводим наш компонент, card item, вот он вывелся, все прекрасно, да? Но как нам в него вовнутрь прокинуть ту самую машину? Вот ту самую машину, как в него прокинуть, чтобы внутри ее вывести? Потому что сейчас мы вот берем car, а откуда брать непонятно. Для этого есть пропсы. Мы берем пропс, пишем car и car, вот так, все. Не забываем прописать ключ также, да? Ключ мы пишем именно в этой части, да? Новички могут допускать ошибки, писать ключ там, это неправильно, ключ пишем именно здесь, всегда здесь. Car ID. Сохраним. Вот. А здесь же мы теперь, вот наши пропсы, можем писать, допустим, props car, но так неудобно, делаем деструктуризацию, фигурные скобки и забираем отсюда именно car. Забрали. Сохраняем. Тут мы все сделали. Car item получили. Тут тоже все, в принципе, вывели. Посмотрим, что за ошибки. Пишет styles is not undefined. Видите, теперь он стили не может получить, потому что стили мы получали здесь. Давайте их здесь импортируем. Import styles from. Значит, выходим на уровень назад немного. Тут берем home модуль CSS, сохраняем. Так, все, как видите, вроде бы ошибок нет, обновимся еще раз. Да, ошибок нету. Вот, все также вывелось. Теперь у нас есть декомпозиция, то есть у нас теперь отдельно car item лежит со всей его логикой. Мы также, как я говорил в начале этого ролика, можем вынести там хоть price, допустим, хоть что угодно в подкомпоненты, без разницы. И у вас получается такая красивая структура. Вот и все, в принципе. Вот в этом основной кайф. Итак, ребят, давайте с вами кое-что разберем, да. У меня есть определенный план, которому следую, собственно, вот. И сейчас мы плану сделать небольшую фильтрацию. Вот. Ну, наверное, некоторые спросят: Макс, как ты будешь делать фильтрацию без состояния, да? Мы пока что состояние не переходим, да, но мне важно показать вам один другой интересный хук. Будем немножко сегодня в разброс, да, в плане хуков, но у вас есть тайм-коды, всегда можете по ним посмотреть. Собственно, про что я говорю, ребят? Давайте, допустим, у нас есть вот cars, да, вот здесь cars, и есть у него цена, да, price, к примеру. Вот. Давайте мы, просто я сейчас продублирую, да, для теста, опять же, сделаем, типа, там, ID 3, допустим, и, Honda Civic 2, условно, да, и там цену, я не знаю, там, пусть будет 15 тысяч, да, условно. Вот, если мы сейчас выведем, то у нас есть 3 элемента. Давайте их отфильтруем. Идем сюда, как бы сделать новичок. Пишем здесь const, filter cars, да, отфильтрованные машины, делаем, значит, cars. Дальше вызываем filter метод, да, для фильтрации. И, собственно, фильтруем. Значит, нам нужно, чтобы car, допустим, цена была больше 20 тысяч. То есть здесь нам важно указать условия, при котором это сработает, да. Все, отфильтрованные машины, здесь просто вызываем. Filtered cars. Сохраним, обновим. Как видим, у нас вот 2 машины есть. Вроде бы все круто, да, и фильтрация у нас сработала, все прекрасно, да, скажет там новичок условно. Но важно, сейчас мы придем к разбору одного интересного хука, который многие, даже не новички, до сих пор не понимают, как использовать. Этот хук называется useMemo. useMemo позволяет нам как раз таки эту штуку закэшировать. Почему важно ее кэшировать? Потому что по факту у нас вот эта ссылка на вот этот filtered cars должна меняться. То есть сейчас у нас как происходит? Вот это все, что здесь происходит, оно, там, очень часто происходит. Давайте console log, допустим, да, render я напишу, render, вот. Давайте обновим еще раз. Inspect, там, допустим, идем вот наш рендер, да, обновим страничку, у нас рендер раз, рендер, два рендер, ну и там при каждом клике у нас будет происходить рендер. Собственно, при каждом изменении нашего компонента меняется абсолютно все, и вот это все переобновляется. Но зачем нам переобновлять каждый раз filtered cars, заново их получать, заново фильтровать, если у нас уже, не меняется фильтр слов. У нас фильтр стоит один и тот же. Это вот больше 20 тысяч. Все, один фильтр, значит, нам эти данные нужно закэшировать. То есть мы один раз получили эти данные, все, больше мы их не должны трогать. Вот только один раз получили, больше не трогаем. И трогаем только в том случае, изменяем, да, когда у нас поменялся фильтр. Пока фильтр не изменился, ничего не меняется. Давайте это сделаем. Для этого оборачиваем useMemo. Это хук, который есть в React. Значит, смотрите, хуки, ребят, я вам говорил до этого, это обычные функции, да, которые позволяют делать интересные штучки. Есть хуки свои, есть хуки вот встроенные в React. Мы с вами также научимся делать свои хуки, пока что разберем готовые. Вот так, useMemo, да, то есть давайте как-нибудь это сделаем красиво. Вот типа такого, да, то есть мы делаем useMemo, оборачиваем. Также стрелочная функция, да, она возвращает что-то, вот что нам сюда нужно поместить. И здесь мы указываем массив зависимости, то есть при изменении чего будет происходить изменение ссылки на вот этот filtered cars. Теперь, если мы с вами посмотрим, как бы ничего не поменялось абсолютно, да, вот. Ничего не поменялось. Но теперь стало все гораздо оптимизированнее, гораздо круче. Как я вам говорил, да, мы можем также поменять. Сейчас у нас что происходит? Сейчас у нас просто один раз это все генерируется. Все. Один раз при загрузке страницы, больше никогда. Вот. Потому что у нас не нужно, нет входных данных никаких, да. Но если, допустим, фильтры будут приходить извне, я сейчас для примера сделаю, вы пока, опять же, не смотрите на эту запись. Я для примера, допустим, есть фильтр, да, извне, который приходит, set filter.
там условно use state, там и так далее, да, это наш фильтр условно. Вот, и если у нас есть полноценный фильтр, который мы здесь будем указывать, вот, то тогда мы его должны указать в массиве зависимости, и тогда это будет переобновлять кэш каждый раз, когда будет меняться фильтр. Удобно, удобно, то есть во все другие разы, когда просто у нас идет ререндер компонента, у нас это меняться не будет, а будет меняться только в моменты, когда меняется фильтр. Вот такой нюанс. Вот так мы с вами удобно разобрали hook use мема. Если для вас пока что сложно, промотайте дальше, сейчас мы с вами разберем дальше use state, use effect и так далее, и потом вернемся обратно, потом можете вернуться к этому тайм-коду и пересмотреть про use мема. Потому что, возможно, вам будет сейчас сложно понять сразу же, но я постарался как-то это все объяснить более детально. Так, сохраняем. Пока что нам это не нужно, мы возвращаем наш cars. Все, на место. Так, cars, опять же, импортить не забываем. Импорт cars. Так, ну, как обычно, у нас путь немножко неверный, да. Так. Cardata. Все, здесь все работает. Хорошо, ребят. Теперь мы дальше разберем с вами тот самый hook useState. Да, для этого хука давайте пока что сделаем нашу такую формочку. Допустим, у нас будет формочка для добавления новой машины. Допустим, делаем форму. Давайте мы с вами умеем делать компоненты, вынесем в отдельный компонент. New folder, там create car form. Ну, такое самое такое банальное, знаете. Значит, create car form.tsx. Мне название особо нравится, ну пусть будет. Давайте для разнообразия разверну, как я обычно делаю свои компоненты. Так, я только TSX по привычке написал, не обращайте внимания, потому что я просто на JS на простой редко пишу. Так, разворачиваем наш компонентик. Я буду писать как стрелочную функцию, ну в своем привычном стиле функции. Я уже, честно, устал, у меня нет готового сниппета, долго будет. Create car form. Здесь тоже самое абсолютно все, только вот в формате стрелочной функции. Так, значит, это мы с вами сделали. Что еще с вами делаем? Да и все, да, описываем нашу формочку, форм, да, и я в ней какие-то поля условно там. Input. Давайте лейбл сделаем. Хотя давайте без лейбла, пусть будет минималистичная у нас формочка такая, input. Значит, первый input у нас будет отвечать за, допустим, placeholder ставим, за название машины, name. Значит, здесь также у него будет value, но мы сейчас к этому вернемся еще. И давайте здесь эту формочку выведем, да. Create car form. Красиво? Пойдет. Значит, касаемо стилей, давайте для нее отдельный стиль сделаем. Помните, мы с вами научились create car form, .module, CSS, окей. И также мы это импортируем без проблем. Import stylus from create card form module CSS. Теперь мы это все назначаем здесь, чтобы мы могли менять стили полноценно. Ну, хотя бы такие максимально базовые стили. Опять же, у нас сегодня не по стилям урок. Опять же, это более в интенсиве, там можете париться, да, смотреть там красоту и так далее. Здесь мы все-таки с вами стремимся рассказать про React. Да, делаем форм. Вот. И, собственно, давайте я просто сделаю margin top пока что, или margin даже по всем сторонам, то есть по 10 пикселей. Вот так. Пусть будет. Даже я бы снизу сделал бы больше. Здесь, значит, авто, а тут побольше, да, 30 пикселей. Вот так. Все, формочка у нас готова. Также можем инпуты немножко с ним поработать. Давайте так базово поработаем. Значит, я им задам паддинги, значит, по 5, по 10 пикселей. Вот так. Чуть-чуть просто побольше. Отключу у них все бордеры, да, бордер, none. Отключу все аутлайны, тоже none. Не нужны нам эти аутлайны. Так, давайте сделаем при фокусе, чтобы у нас чуть-чуть просто менялся цвет. Фокус. Да, у нас будет бордер. Ну, пусть будет какой-нибудь красивенький, я не знаю, light blue, я не знаю, есть ли такой цвет или нет. Можем ли мы его так сделать или нет. Пока что ничего особо не вижу. Так, сделаем border color blue, пусть будет, да. А здесь мы так сделаем transition небольшой, да, чтобы была плавность. Transition. Ребят, все-таки бывает меня заносит, да, хочется что-то красоту написать какую-то. Easy, вот так я сделаю. Самый простой вариант. И по дефолту будет также border, просто он будет прозрачный. Solid, transparent, чтобы у нас не было дерганий. Transparent. Так, все, нам этого пойдет. Все, что-то подсвечивается немножечко, я это вижу. Я бы, может быть, аква какой-нибудь. Ну, пойдет аква. И мне, конечно, что это не нравится. Пусть будет топорная формочка, ребят. Я не хочу сейчас, честно, запариваться никак. Все, вот у нас текст пишется, нам это достаточно будет вполне. Пойдет. Так, формочка у нас есть, все хорошо. Все, пока что хватит. И единственное, у инпутов сделал margin bottom 10. Вот. Ну, у меня, к сожалению, не работает emit, придется все руками писать. Так, все, margin bottom 10 готово. Теперь можем делать другие инпуты, все в этом плане у нас шикарно и отлично. Так вот, переходим теперь с вами к управляемому инпуту, да, ну, не, подожди, какой, тихо, ребят, сначала к useState к обычному, да. А вот наша формочка есть, да, и смотрите, объясняю, как работает состояние в React, ребят. Все на самом деле крайне просто. Вот этот пример, он самый такой простой, на котором можно это все объяснить на пальцах. Вот, грубо говоря, на руке 10 пальцев, да, условно, на руках точнее. Вот, как это объясняется, ребят, смотрите, у нас есть, ну, вот давайте продублируем, значит, input, да, у нас есть name, и там этот price, да, и есть также еще image. Вот, есть image. Ну и кнопочка, да, у нас также есть.
button click. Ну ладно, create, да, создать. Вот. Вот это такие у нас есть элементы формы, соответственно, да. Что мы здесь видим с вами? Мы здесь видим много крутых вот таких вот полей, да, но как нам эти поля получить, да, и вывести эту машину? То есть мы хотим добавить в наш массив вот эту машину. Значит, для этого нужно сделать пару действий, которые вам позволят это легко сделать, да. При этом она добавится сразу без обновления страницы, без проблем. Как бы мы это делали в том же самом PHP? Мы бы это все собрали с помощью форм onSubmit, все бы это мы получили, а потом при перезагрузке страницы у нас бы это все отправилось на сервер, там мы это обработали, и только после перезагрузки страницы все появилось. React позволяет делать невероятно моментальные действия, да, все очень круто, и сейчас мы этим, собственно, и займемся. Нам нужно получить как-то данные из полей. Здесь для этого есть специальное так называемое двустороннее связывание, да, или управляемый input. Есть неуправляемый input, есть управляемый input. Соответственно, управляемый input — это input полностью связан с состоянием, да, который полностью всегда мы четко знаем какое-нибудь текущее значение у этого поля, что человек ввел, да, и мы четко можем им управлять. Неуправляемый input — когда мы можем один раз получить значение, и в принципе все. Давайте, собственно, этим займемся с вами. Создадим с вами состояние, const useState. Вот. По дефолту будет пустая строка. То есть useState хук позволяет нам управлять состоянием. Взяли хук, все, окей. Теперь у нас к этому useState мы привязываем конкретное поле. К примеру, поле name. Вот. Для чего привязываем? Для того, что я вам сказал, нам нужно привязать, чтобы мы получили в итоге состояние. Да, в React мы не можем сделать, как в JavaScript, это запрещено. Там get, элемент by ID, получить и так далее. И это, в этом нет какой-то управляемости. Да, мы один раз получили и все. Это тот самый неуправляемый input как раз таки. Вот. Мы такое делать не будем. Нам нужно постоянно знать, что у нас за значение. К примеру, мы сделаем как раз таки ту самую форму, которая будет отправлять изменения, да, допустим, handle, давайте без handle, да, просто create car, или, да, create car, просто такую штуку сделаем, вот, и мы хотим сюда мы хотим получать консоль лог текущее имя, да, то есть нам получить нужно имя, price, image и так далее. Так вот, и в таком формате мы это можем легко получить. Отсюда сюда просто получаем имя. Все. Как теперь это все связать? Вот это связать с этим. Пока что мы вроде пишем значение, но мы ничего не получаем в консольку. Логично, да, потому что мы это не связали. Вот есть setName, который позволяет, это обычная функция, которая позволяет себе принять значение и его записать в состояние. Давайте этим займемся. Во-первых, мы указываем onChange. Значит, что у нас в инпуте, да, по JavaScript вспоминаем, идет event, стрелочная функция, делаем setName и здесь берем event.target, да, элемент конкретный, и value у него. И теперь, чтобы это связывание сработало, мы берем value, и value уже назначаем вот это самое значение name. То есть получается такое двустороннее связывание. Мы и туда и записываем, и оттуда сразу получаем. Сохраняем. Мы также теперь можем все менять, но теперь давайте попробуем вызвать функцию и посмотрим на само значение. К примеру, ну, или мы можем прямо здесь, да, при каждом рендере получать. Ну, то есть для самого простого варианта идем inspect, идем к консолькам. Вот, как видите, пустая строка, что-нибудь пишем, как видите, он все считывает, прям каждую нашу букву считывает. Нам так, конечно же, не надо. Давайте вызовем полноценную формочку. Для этого я вот сделаю button. Значит, у него вызову onClick, и при onClick у нас стрелочная функция, не забываем, да, вызывается create car. Вот, в принципе, можно вызвать ее вот так, create car, без проблем. Просто ее передаем сюда. Сохраняем, create. Видите, смотрите, что у нас происходит. Обновляется страница, да, потому что button у нас внутри формы, и, соответственно, он срабатывает, логично, да. Поэтому давайте это выключим действие, для этого берем event, все-таки передадим в create car, передаем event, да, и тогда в event мы должны кое-что сделать. Event, prevent default. Отключаем дефолтное состояние нашей кнопки. Все, чтобы она у нас не отправляла форму на сервер. Вводим значение, create, как видите, вот пришло наше значение. Все, вот так все легко работает, ребят. Вот так работает useState, в принципе, и так работает управляемое состояние. Мы с ним сейчас еще немножко попрактикуемся, поэтому не переживайте. Значит, смотрите, теперь нам нужно здесь создать то же самое для прайса. Price, set, price. И для имиджа. Хоть картинка у нас грузиться не будет, да, с компьютера, потому что это не тема урока, у нас нет бэкэнда, но тем не менее мы вот так сделаем. Все. Теперь то же самое связываем с другими полями, все так же просто дублируем, и все у нас красиво должно получиться. Теперь мы, по идее, да, когда мы вот нашу формочку получаем, можем получить все три значения. То есть вот так сделать name, price, image. Сохраняем. Inspect, консоль, допустим, там пишу название там такое. Они у нас пока что связаны, мы забыли поменять с вами, да. Если это price, значит здесь делаем уже price. То есть вот так берем. Здесь price, здесь этот image. Нам даже не image, давайте посмотрим в наших карсах, да, что изначально идет. У нас есть price, есть image. Все правильно, сохраняем. Значит, price, допустим, такую, и image, допустим, такую. Create, как видите, вот получаем объект, image, name, price. Все, теперь эти данные можно отправить в наше общее хранилище, где идут машины, и их спокойно вывести. Давайте этим займемся. Во-первых, я хочу button немножко преобразить, совсем капельку. Я хотел бы класс name задать ему button, глобальный класс. Я его просто хочу в глобальном файле описать, да, чтобы у нас всегда был красивенький button. Значит, здесь максимально все просто. Кстати, уже что-то там подсказываю, давайте попробуем это мы инициализировать. Да, спасибо GitHub Copilot, все нам уже подскажет красиво. Вот, только единственный нюанс, display блок я бы ему сделал. Display блок вот так.
да. Маржины нам пока не нужны, вот так. Паддинги пусть будет не по 10, а по 6, а по бокам чуть побольше, то есть по 40. Вот такой красивенький баттон. И при наведении, конечно же, при наведении hover, мы делаем background color. Я не знаю какой-нибудь, нам нужен темно-синий какой-то. Давайте возьмем, даже не темно-синий, можно просто взять какой-нибудь, знаете, вот такой цвет. Вот, все красиво, в принципе, работает. Я бы его, может быть, еще чуть-чуть поменял. Чуть-чуть поголубее я бы его сделал вот таким цветом, чтобы какие-то хотя бы, да, вот изменения были видны. Бордеры мы, конечно же, убираем здесь у него, то есть это border none. Тут убираем также outline none обязательно. Все, это мы с вами сделали. Вот, готово. Так, теперь только делаем курсор поинтер, чтобы было понятно, что это какое-то действие у нас. И, в принципе, все, наша кнопочка готова. Вот она. Все, здесь все красиво. Вот, единственное, я бы margin top сделал бы... Margin top где-то 5 пикселей. Ну, все-таки, ладно, десятка, 10 сделаем. И с ботом тоже 15. Вот так, ладно, вот так пусть будет. Все, мне это вполне будет пока что достаточно на этом этапе. Хорошо. Пока что наша формочка такая, ну, некрасивая, но тем не менее пойдет. Все, у нас есть действие. Как нам теперь сделать так, чтобы мы обновили наши машины, да, собственно, их сюда добавили? Это, на самом деле, нужно сделать, вот, давайте паузу поставьте и подумайте, вот, попробуйте сами у себя реализовать. Мы с вами разобрали, как работает useState, дам подсказку. Нам нужно машины закинуть в useState и потом это все переобновить. Попробуйте сделать сами, если у вас не получилось, или если вы сделали, да, давайте сейчас на паузу поставьте, сделайте и продолжим. Значит, смотрите, для этого нам нужно эти машины уже не использовать не как обычную переменную JavaScript, а как такое же состояние useState, чтобы мы могли переизменять. Для этого мы здесь создаем состояние const cars, set cars и useState, да. Только по дефолту, вот тут мы указываем значение по умолчанию, мы указываем те самые машины, только мы их должны переназначить. Это будет cars дата. Вот я так сделаю, чтобы у нас не было путаницы. Cars и cars, чтобы не было путаницы. Поэтому я так беру cars data. Теперь мы эти машины передаем, также сюда выводим, обновляем, все так же работает прекрасно. Нет, не работает, да, почему-то. Давайте посмотрим, в чем ошибка. Потому что мы забыли useState импортировать. Да, не забываем импортировать. Все отлично работает. Теперь мы с вами, у нас есть setCards, который позволяет нам, помните, изменять состояние. И нам нужно также изменить состояние, при этом оставить старые машины и добавить новые. Давайте передадим наш setCards вовнутрь нашего этого create формы, да, чтобы мы в ней могли это все поменять. setCards, create form, получаем здесь setCards. Теперь мы с вами, когда создаем машину, вот у нас есть конкретно уже массив, да, данных, мы с вами что можем делать? Мы с вами берем setCards, да, вызываем стрелочную функцию, да, и здесь можно получить преф, то есть предыдущее состояние, все предыдущие машины, которые там уже были. И вот это будут как раз те машины. Мы их должны с вами развернуть, как бы, и к ним добавить еще один. Мы мутацию делать не можем, да, преф, там, push, мы так делать не можем, запрещено, да, в реакте. Мы делаем с вами, как бы, массив новый, да, в него разворачиваем преф, и в него также разворачиваем уже новую машину. Да, но новая машина у нас пока что без айдишника. Нам нужно добавить уникальный айдишник, а именно последний элемент. Пишем ID, берем pref, берем length, отлично мы взяли, и закрываем, да. Значит, предыдущее состояние нам даст понятие, сколько у нас всего машин, да, длина наших массивов, прошу прощения, длина наших машин, да, сколько всего машин в массиве. И это и будет являться нашим финальным айдишником, да, потому что у нас идет с одного, да, получается. Наверное, плюс один нужно будет делать более правильно. Сохранить. Давайте сейчас все посмотрим, собственно, да. Я для этого сделал также console log отдельно cars, чтобы понять, что у нас вообще в карсах появилось. И давайте, так, нет, только вот это мы не будем делать, а вот cars. Мы здесь не можем console log cars, мы вот тут можем его сделать. Окей, давайте попробуем это сделать. Единственное, у нас нет машины какой-то, да, давайте тест, значит, так. И какую-нибудь картиночку я возьму, еще раз, images Google, давайте, допустим, Lambo. Что-нибудь такое. Я не люблю Lambo, давайте что-нибудь более премиальненькое, крутое. Вот, давайте Макларен. Это прям вообще кайф. Так, copy image link. Вставляем здесь линку, create. И, как видите, она прекрасно добавилась. Добавилась в конец, да, почему в конец? Потому что мы указали, что добавляем в конце. Можем это переназначить, то есть вот это убрать. То есть, наоборот, в начало, а в конце разворачиваем. Вот, можно так сделать без проблем. Если мы с вами посмотрим теперь в нашу консольку, inspect консоль, то мы с вами увидим вот array. И у нас, как видите, вот есть айдишник, и последний ID сразу добавился 4. Да, потому что мы взяли всего длину, 3 элемента плюс 1, то есть 4. Все. Вот теперь у нас просто добавилась машина. То есть, и тем самым можем легко добавлять машины в наше состояние. Вот так. Вот, пожалуйста, легко вам показал, как вообще может React и в чем его прикол, да, основной. Давайте теперь сделаем оптимизацию большого количества полей. Да, многие новички, опять же, не умеют этого делать, и нам в конце, после добавления, в идеале бы очищать поля. Давайте сейчас мы к этому вернемся, да, очистки. Как нам убрать эту кашу? Да, слишком много полей, то есть под отдельное поле делать каждый раз useState, это неудобно максимально, да, это некомфортно, зачем так делать, я вообще не понимаю. Делаем одно поле для всех, то есть одно состояние для всех полей. Называется будет data, set data. Тут по дефолту будет объект, то есть мы в объект складываем вот эти все поля, скажем так. И тут мы уже опишем, то есть по умолчанию будет price пусто, name будет также пусто,
Что там у нас еще? Image также будет пуст. Сохраняем. Вот наше состояние. Теперь давайте его привяжем. Здесь теперь зато нам удобно прокинуть это все сюда. Как мы это прокинули? Помните, у нас есть также деструктуризация. Забираем дату и здесь ее разворачиваем. Дату. Вот так. Дата. Все, развернули и прям красиво получилось. Так, дальше. Давайте вот так я сделаю, чтобы как-то оно хоть более-менее приемлемо смотрелось. Так, теперь вот здесь, видите, переназначаем. Здесь легко будет сделать, да, data.name, data.price. Здесь все максимально легко. Data.image. А как поступить здесь, да? Многие из вас, кто немножко разбирается в JavaScript, уже поняли. Но те, кто нет, смотрите. Мы берем, делаем setData также, да. У нее получаем предыдущее состояние, да, pref. И как бы разворачиваем его, да, вот так, pref. Только при этом, тут лишние скобки у нас появились. Только при этом мы с вами... Давайте я как-нибудь это разверну, чтобы вам было все так же понятно прекрасно. К сожалению, форматирование не всегда работает хорошо. Вот. Мы разворачиваем pref, да, то есть все поля другие, но при этом имя мы подменяем. То есть в конце указываем запятая имя, то есть имя мы подменяем на новое имя. Вот и все. И так мы делаем для всех полей. Так. Значит, здесь у нас будет image, здесь у нас будет price. И в конце, когда все успешно мы добавили, мы должны очистить наши поля. Теперь это легко сделать. Data. Делаем вот так. Так, здесь делаем data. Сохраняем. Теперь мы добавляем еще одну машину. К сожалению, надо опять взять картинку, да, что-нибудь новенькое возьмем. Copy image link. Значит, вставляем здесь. Пишем name, значит, McLaren. Ну, T лишнее, да, там. Ну, там, $300 тысяч. Create. И вот McLaren добавился успешно. Только поля у нас не очистились. Почему? Потому что мы указали вот такую очистку, а это неправильно. Нужно очищать именно вот так. Поэтому это берем просто и очищаем вот так. Ну, чтобы это не дублировать здесь так и здесь так, я вынесу это просто отдельно. Const clear data. Ну, чисто дата, скажем так. Вот такие всякие моменты, ребят, которые не требуют вам динамики, вносите за рамки компонентов, чтобы они лишний раз не пересоздавались. Сохраняем, видите, все очистилось. Вот наш Макларен. Все. Вот так мы легко можем сохранить наш код и сделать его более читабельным, более красивым. Это еще можно сократить сильнее, мы это сделаем в конце этого выпуска. Ну, а пока не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и прожимать колокольчик. Так, ребят, надеюсь, меня будет нормально слышно. Я просто включил вентиляцию на камеру. Вот, поставил вентилятор, обычно такой компьютерный, кому интересно, квадратный. Я еще давно заказывал в Корее. Вот, сейчас со склада забрал, поэтому... Ну, многие спросят, наверное, откуда стул, да, стул также со склада забрал, вот, и, короче, надеюсь, не будет слышно шумов вентилятора, потому что он достаточно громкий, зато он продувать будет камеру, прямо возле камеры поставил, и сейчас камера не будет перегреваться. Да, ребят, такие ролики большие тяжело снимать, камера не вытягивает, к сожалению. Окей, так, значит, сохранили, вот у нас все прекрасно работает. Что у нас дальше по плану, ребят? Дальше у нас по плану это разобрать, что такое use-эффект, да, как с ним работать. Давайте разберем. Use-эффект еще один хук, да, давайте его сделаем, use-эффект, который нам работает как тот же самый use-мемо, но в плане структуры я имею в виду, да, а так абсолютно по-другому. Вот так он примерно выглядит в среднем use-эффект, да, то есть он что-то выполняет вот здесь, да, что-то здесь выполняет, да, при каких-то зависимостях. То есть смотрите, здесь, вот это все будет выполняться, если мы оставляем пустой объект, пустой массив зависимости только один раз, да, при загрузке страницы, допустим, пишем console log, hey, да, допустим, сохраняем, открываем здесь inspect, консольку, обновляем, как видим, hey 2 раза вывелось, потому что я вначале говорил, что мы используем strict mode, и он будет в любом случае 2 раза выводить. Вот, помните? Вот, strict mode. Да, если его убрать, то будет 1 раз. Вот, hey, короче, она вывелась. Вот, если же мы сделаем, чтобы hey выводилась каждый раз, когда будет меняться cars, допустим, точнее, cars каждый раз, когда будет, давайте сейчас забейте. Давайте мы наоборот сделаем hey также, да, только когда будет меняться cars. Вот, cars поменялась, у нас вывелась hey. Обновляемся. Как видите, hey 1 раз, потому что 1 раз только машины при загрузке компонента появились машины, да, но если же добавим новую машину, к примеру, там опять же, ну, я пока что тестово добавлю, без картинки, добавили машину, еще раз вывелась hey, потому что cars переобновилась. Вот, тем самым можем делать очень интересные всякие штучки, допустим, там, когда мы используем интернет-магазин, мы можем там при успешной оплате что вывести, допустим, либо при каком-то еще действии что-то там сделать, условно. Use-эффект используется очень часто, это прям один из самых популярных хуков после use-state, наверное. Поэтому давайте его разберем в более наглядной практике. Мы сейчас с вами сделаем подгрузку данных сервера, как раз, когда у нас, помните, есть свой сервер, который запущен здесь. Вам сейчас сервак, ребят, как работает, не имеет смысла, да, говорить. Вот, можете отмотать назад, рассказывал про эту штуку, как ее себе поставить, собственно, да. Вот запустили сервер через JSON сервер, и вот наш путь, собственно, вот наш готовый уже путь для получения всех машин. Давайте попробуем получить машины из нашего сервера. Давайте, по умолчанию машин нету, пусто, обновимся, вот. Все, машин нету, no cards. Попробуем получить их с сервера. Для этого есть use-эффект. Да, мы с вами используем здесь. Значит, есть 2 варианта. Олдскульный вариант, да, через fetch, then и так далее. И есть новый вариант через async await. У нас не буду сейчас много времени у вас забирать, ребят, поэтому JavaScript разбирать не будем. Я расскажу более продвинутый вариант, то есть текущий. Вариант через async await. Делаем const fetch data, создаем функцию, да, она будет являться у нас асинхронной, вот, и эту функцию нужно в конце вызвать обязательно, да. Что у нас будет происходить? Мы будем делать const response, значит, он нам уже подсказывает, в принципе, все, здесь мы указываем наш, вот это как раз таки URL, да, для получения машин, и так мы используем fetch,
мы сейчас с вами сравним, да, разницу фича и Axios, вот сейчас мы к этому перейдем, то в таком случае мы, собственно, с вами вот так получаем респонс, да, и потом нужно переконвертировать данные в JSON формат, чтобы их потом вывести в cars. Все, сделали так, получили данные, вывели в cars. Все, сохраняем. И как видите, вот наши данные вывелись. Все. То есть у нас ушел запрос на сервак, можно вот здесь отследить, в принципе, network. Обновляемся, XHR, вот cars, как видите, ушел запрос. Окей, теперь у нас данные приходят с сервера нашего, и вот так работает UseEffect, да, при первой загрузке страницы он нам все это дело показал. Вот, давайте теперь самое время разобрать разницу фича и Axios. Давайте этим займемся. Значит, смотрите, Fetch и Axios. В чем основные различия? Я их себе выписал, да, подготовился к этому ролику, чтобы вам было, ну, над чем подумать, да, и чтобы вы понимали. И немножко еще про UseEffect я хотел сказать, да, у вас на собеседованиях будут часто спрашивать, да, жизненный цикл компонента. Все очень просто. У вас есть mount, это монтирование компонента, есть update, да, то есть вот монтирование, когда вот это мы, да, пустой массив зависимости оставляем, это идет монтирование. То есть при монтировании компонента у нас загружаются данные, к примеру. Update есть, да, обновление, это когда у нас, допустим, мы указываем здесь cars, и при измене cars каждый раз будет происходить переобновление. И unmount — это когда компонент размонтируется, у нас тоже какие-то действия могут происходить. Как это сделать? Пишем здесь return, но это более продвинутый такой инструментарий, да, вам это пока знать не нужно, и вот тут можем что-то сделать, допустим, обнулять машины, когда, допустим, у нас идет размонтирование компонента. Вот, нам пока это не надо. Просто вас будет скорее спрашивать на собеседовании, просто знайте этот момент. А касаемо Axios и фича, да, в чем, собственно, их основные различия? Axios, вкратце, он гораздо удобнее, чем Fetch. Fetch — это дефолтная штука, Axios — это отдельная библиотека. Вот что такое самое популярное, да, и на что чаще всего смотрят. Значит, Axios автоматически конвертирует данные в JSON. То есть ты можешь просто передать объект, а там JSON stringify. Вот, то есть здесь, чтобы нам эти данные, допустим, передать на сервер куда-то, да, допустим, вот есть вот объект, да, вот ту машину, которую мы с вами создаем, вот она, машина наша, да, мы ее хотим передать, допустим, на сервер, да, к примеру, мы хотим передать эту машину, эту дату. В Axios просто прокидываем дату, передаем на сервер, все окей, работает. Но если мы используем фетч обычно, нам сначала нужно это перевести в JSON stringify, после этого передать. Уже неудобство. Дальше, отсутствие интерсепторов. Это тоже такой более продвинутый уровень, да, это вот мы с ними разбирались в интенсивах для продвинутых. К примеру, нам нужно сделать сложную авторизацию. В фиче мы такое сделать не сможем. То есть мы не можем отслеживать получение данных, отправку, request, response и так далее. Также, когда приходят данные сервера, как видите, здесь мы дополнительно проводим действия по их, опять же, переводу в JSON. Вот эта строка, да, в Axios такое делать не нужно. И еще крутая тема, в Axios может отслеживать download прогресс. К примеру, мы как грузим картинку на сервак, можем вывести красивый прогресс-бар, который будет вам показывать прогресс загрузки картинки на сервер, к примеру. Здесь такое сделать нельзя будет. Ну и там еще другие нюансы есть. Так, давайте теперь поставим Axios, да, и сделаем это все красивенько, ребят. Yar EDD Axios. Все, поставили Axios. Отлично, это можно удалить. Теперь давайте заменим на Axios, пишем просто здесь Axios.get запрос, да, указываем, это мы убираем. Тут сразу дата, только мы здесь получаем респонс, а в нем дата. Сохраняем, обновляем страничку, и машины не пришли. Значит, мы забыли с вами импортировать Axios, импортируем его. И, как видите, машины также пришли, при этом у нас теперь все смотрится гораздо лучше. Вот, окей, Axios мы с вами внедрили, я вам сказал его преимущества и так далее. Теперь давайте поговорим про сервисы. Почему важно писать сервисы в любом проекте? Как видите, здесь у нас вот просто идет адрес, и как бы все, да. Если у нас, допустим, поменялся там Axios на Fetch, либо что-то еще поменялось, у нас нет четкого разделения логики, у нас все происходит в одном месте. Для этого есть сервисы, создаем сервисы, обычно их создаю здесь, да, это отдельный как бы объект, либо класс, да, services, который позволяет вам вынести эту логику отдельно. Давайте создадим сервис, назовем его, допустим, car сервис. Давайте в формате Angular, service.js, export const car с большой буквы сервис. Отлично. И здесь будет чисто вот вся наша логика по получению машин. Берем ее отсюда, забираем. Так, здесь мы делаем async, get all, получение всех машин, да, и здесь мы это все дело выводим. Все, в конце мы даем просто response data. Вот, я сейчас здесь ошибки не отлавливаю, нам это пока не интересно. И называем Axios, да, также импортировать. Сохраняем. Здесь мы теперь что делаем? Правильно, просто вызываем car сервис и получаем get all. Все, красиво, красиво. Теперь у нас есть все это вынести в отдельный сервис, да, в котором это все лежит. И нам не нужно париться больше на ту тему, как нам получить данные. У нас все данные получаются там. Если там что-то поменялось, мы здесь поменяли, и все у нас везде поменялось. Вот и все. Значит, что-то не работает. Давайте посмотрим, чем ошибкам. Cars is undefined, get all, return response data. Ну потому что теперь мы получаем полностью дату. Да, теперь нам тут ничего не нужно выдумывать. Вот так. Все, как видите, все так же прекрасно работает. Итак, ребят, давайте поговорим немножко про роутинг. Как сделать роутинг, да, переход на конкретную страницу машины, да, на конкретную машину условно. Значит, мы научились получать данные сервера, да. Мы еще с вами в конце, ребят, да, мы сейчас этим не будем заниматься. В конце я вам расскажу, как нам это все улучшить, да, с помощью React Query. Досмотреть до конца этот ролик, не забывайте, да, про этот момент. И да, и, собственно, вот и все, продолжаем. То еще нам важно сделать. Ну, не забывайте, ребят, на сайте покупать подписку, там новый тариф на 1 месяц, стоит всего лишь 2000 рублей. Покупайте, кайфуйте, наслаждайтесь, идеальное предложение текущего курса будет. Так, для этого нужно поставить React Router DOM. Вот и все. Что здесь думать там? Yarn EDD, React Router DOM. Это для того, чтобы мы сейчас сделали другие страницы с вами.
Давайте создадим компонент, который будет отвечать за роутинг. Просто за роутинг. Давайте его здесь прям создам. router.jsx. Значит, тут разворачиваем по классике все, да. Как у нас строится роутинг? Значит, пишем браузер роутер. Вот, у нас новая версия вышла, поэтому как раз свеженько посмотрите сейчас. Ну, возможно, через год это видео уже будет не так актуально. Дальше routes также берем. Вот, и здесь описываем конкретный route. То есть один route, одна страница. Route. Вот, что в него входит? Значит, в него входит сам компонент, да, который будет показываться на этой странице. Допустим, мы будем показывать главную страницу. Homepage. Точнее, неправильно, не компонент, ребят, а элемент. Элемент, да, неправильно немножко написал. Вот, home. Также путь. Да, путь — это главная страница наша. Вот. Теперь exact писать не нужно, важно понимать. И в конце, если вообще ничего не подходит из выше описанных роутингов, да, у нас будет ошибка, ошибка вводиться. Мы видим ошибку какую-нибудь, да, типа not found, страница не существует. Вот, я не буду сейчас компонент делать, просто вот так базово сделаем. Так, что мы еще видим с вами? Да, в принципе, ничего, давайте это все теперь добавим в наш main.jsx, вот здесь, да, заменим теперь на роутер. И вот наш роутер, по идее, готов. Сейчас будем его тестировать. Как видите, у нас пока ничего не отображается, да, вообще ничего не отображается, вообще пустота прям полноценная. Давайте смотреть, в чем заключается наша основная проблема. Смотрим. Valid. Да, ему не нравится, что мы передали в элемент, мы передали вот такой компонент. Да, он так не будет работать, нужно вывести его как компонент полноценный. Вот так. Обновляемся, и должно все прекрасно работать. Вот, главное работает. Теперь давайте сделаем страничку самой машины отдельной. Нам нужно, помните, сделать слэш, допустим, car/id этой машины. Как мы это будем делать? Создадим сам компонент, во-первых, да. Мы продублируем здесь new folder. Значит, car. Я напишу detail, да, детальная страница машины. Создадим сам компонент car detail. Ну, чтобы было сейчас, что нам вывести в роутинг detail.jsx. Развернем. Car detail, окей. Вот, и здесь продублируем. Значит, здесь car detail. Здесь мы path car/id. Да, то есть это уникальный параметр динамичный, который мы потом сможем получать с вами. И если мы сейчас напишем с вами, к примеру, давайте напишем любую другую машину, которая не существует, not found, да, но если мы пишем, допустим, car/1, вот car detail. Теперь нам нужно данные как-то получить отсюда. Все, роутинг у нас готов, тема с роутингом понятна, да? Как нам это получить? Мы делаем const use params. Честно, ребят, 100 лет уже не работал, потому что с Next работает, там другой роутинг немного. Use params и берем просто ID отсюда. Car detail и укажем здесь, допустим, ID-шник какой-то. Просто, чтобы понимать. Вот, видите, car detail 1. Все. Теперь с помощью этого ID-шника можем получать нашу машину. Давайте им займемся. Я хочу вывести карточку машины сюда. Все очень просто. Получаем вот наш use effect, берем, как мы с вами работали с данными, да. Так, вставляем его здесь. Здесь при изменении ID-шника, да, сразу же, если делаем проверку. Если ID нету, то мы ретурним, да, все. То есть нам дальше идти не нужно, все. Это не должно выполняться, когда нет айдишника. Как только айдишник появился, мы получаем данные сервера. Вот для этого нужно вот как раз и отслеживать. Идем car сервис. Теперь мы все по красоте с вами делаем. Идем car сервис и задаем новый endpoint для получения уже непосредственно самой машины. Get, давайте сделаем get by ID. Get by ID. Отлично. Так. Здесь, ребят, мне бы еще вспомнить, по-моему, просто делается слэш ID-шник. Я не помню, как JSON сервер работает. Давайте возьмем ID, получаем здесь, да, number. Ой, мы же не TypeScript, JS, ID получили и вывели его здесь. По идее, должно работать. Сейчас будем проверять с вами вместе. Значит, здесь делаем car сервис, выводим отсюда. Get by ID, указываем ID, который мы с вами получили. И дальше нужно вывести его на страницу. Для этого сделаем состояние. Мы с вами это уже умеем делать, поэтому для вас ничего здесь нового не будет. Use state. Да, делаем здесь car, set, car. Дальше мы здесь делаем set car data. Все, теперь пробуем вывести на страничку, допустим, название машины, к примеру. Хотя давай сразу карточку выведем. У нас же есть карточка, помните, car item. Давайте ее прям выведем здесь. И в нее передадим car. Сохраняем. Смотрим, ничего не приходит. Собственно, логично. Давайте перейдем к документации. Я не буду вырезать, хочу, чтобы вы сами понимали, как я решаю проблемы какие-то. И посмотрим, как же у нас получается по ID-шнику в нашем JSON-сервере. По ID-шнику у нас получается через вопросик. Вопрос ID. Да, я же говорю неправильно. Значит, ставим здесь вопросик, ID равно, ну это один из вариантов, можно еще лучше сделать, но мы так, давайте, примитивный вариант. И обновимся, ничего не получается. Идем сюда еще раз. Идем сюда, use effects is not defined, да. Это часто проблема в JavaScript, мы что-то забыли импортировать, и он нам даже не подсвечивает эти моменты. Use state, наверное, тоже нет, это мы забыли, что еще? Обновимся. Еще car is not defined. Car, да, указан по умолчанию будет пустой массив. Обновимся. Пока пусто, данные не приходят никакие. Мы можем также сделать проверку, мы же с вами тоже умеем делать, если машины нету. Если машин нет, то мы это делаем либо loading, либо car not found. Тут уже как бы на свой вкус и цвет. Только он так не будет, потому что у нас, сами понимаете, car это объект, да, и он так не будет выводить, поэтому сделаем name, проверка на имя. Машины как будто пока что нету. Так, давайте посмотрим теперь на нетворке, идет ли запрос на сервак. Запрос на сервер идет, get запрос. Данные, response приходят, да, данные к нам прекрасно приходят, но мы их почему-то не видим. Ребят. Давайте попробуем здесь получить консоль log data. Что же нам приходит в итоге? Консоль log data. Inspect, консоль. И да, нам приходит массив машин, да. Почему он...
да, у нас он получается как массив приходит, поэтому мы это и не видим. Поэтому здесь забираем именно первый элемент. Все, обновляемся. Так, здесь мы это убираем. И, как видите, наша машина пришла. Вот, можно с вами поиграться, потестировать. То есть, к примеру, вот наша первая машина, можно перейти на вторую. Вот наша вторая машина и так далее. Давайте сделаем страничку, стрелку назад, чтобы у нас это все прекрасно работало. Как делаться ссылки, да, на обратную страницу без перезагрузки? Мы могли бы сделать через ссылку обычно, да, href. Но тогда у нас, будет перезагрузка страницы происходить. Допустим, сделали, видите, идет перезагрузка страницы. А у нас single page application перезагрузки быть не должно. Поэтому оборачиваем все в линку. Линк из React Router DOM. Здесь меняем на to и сохраняем также. Back. Видите, все без перезагрузки все происходит. Теперь такой же линк сделаем для read more, чтобы у нас каждая страничка каждую машину могли подробно изучить. Значит, здесь сделаем так. Заменяем на link. Так, класс я хочу сделать тот самый класс btn, который мы с вами задали. И to мы указываем /car, только мы указываем фигурные скобки, чтобы, да, переменную добавить. .car / и указываем здесь ID-шник. Сохраняем. Ну, не ID-шник, да, я имею в виду, а car ID. Car ID вот так. И должно все прекрасно работать. Но у нас btn почему-то не отрабатывает адекватно. Это странная синяя кнопка. Я знаю почему. Давайте вернемся к глобальным файлам. Мы это делали под кнопку все-таки. Добавим здесь текст decoration none. Да, и color тоже мы делаем FFF. Ой, точнее, color, пусть будет 1.1.1. Да, и background, color, FFF. Вот. Значит, тогда еще max width 200 пикселей. Ну, не 200, да, там 80 условно. Ладно, 120, 140, пусть будет так. Тогда мы паддинги убираем, наверное, пожалуй, по краям. Так, а тут делаем просто display flex, items, center. Давайте justify content center и align items center. Вот так. Все. Ну и тогда нужно все-таки паддинги задать, да, для тех, кто, допустим, вот так, да. Ну, по 40 также вернем здесь. Все, чтобы была красивая кнопочка. Да, слишком она, конечно, у нас большая, то есть я бы вот так сделал по 30-ке. Все, вот так мне нравится. Read more, все, перешли на Camry, назад, перешли на Honda Civic. Все, видите, все прекрасно открывается. Мы можем это делать также вручную, да, перенаправлять человека на какую-то страницу. К примеру, мы сейчас можем сделать с вами const. Use navigation. Navigate, да, по-моему, называется. Тут можно забрать. Я не помню, как здесь push, по-моему, да, можно забрать. Могу сейчас ошибаться, ребят. На button делаем обычный. On click. И, допустим, сделаем push. Ну, я для теста делаю просто car 1. Так. Не, видите, не работает. Потому что там не push, там, может быть, просто nav вот так вот идет. Я уже, честно, ребят, не помню. Да, видите, просто nav идет. То есть мы берем use navigate, берем у него nav и вот так делаем nav car 1. Все, это если вам нужно, допустим, на кнопку задать переход. Также работает. Все, это тоже такое небольшое отступление. Итак, ребят, у нас еще осталось, уже прям мало осталось на самом деле, что разобрать нужно, да, но тем не менее много чего интересного. Вот, сейчас будем разбирать useref. Но перед этим, ребят, хочу напомнить про нашу шикарную подписочку, да, на сайте. Покупайте, входит все, что только нужно вам для того, чтобы начать разрабатывать. Это идеальное вот продолжение текущего ролика. Вы просто переходите и постепенно изучаете проект, изучаете интенсивы. И самое главное, что вы там получите, это практику. То есть вы научитесь писать полноценные, крутые приложения, любого уровня абсолютно. Потому что там знаний прям, ну, немерено, вот без шуток. И есть также поддержка, где вам легко помогут по любому вашим вопросам. Ссылка в описании, ребят. Какие проекты мы там разработали, да? Это вот сейчас видите на экране у себя приложение для тренировок. Крутое приложение, там создавать тренировки можно, подходы отмечать и так далее, как дневник тренировок полноценный. Также там есть онлайн-кинотеатр, соответственно, да, это для продвинутых уже интенсивы, такой более высокий уровень. Сейчас тоже видите на экране, там и рейтинги, и свой и видеоплеер, и что только там нету. Короче, прям огромное, громаднейшее приложение. Ну, прям невероятно высокий уровень. Вот реально, это прям крутое приложение. Ну и, короче, вот в том числе исходник к этому проекту можете там же получить. Вот, это будет вот, я вам как искренне рекомендую, да, вот пройти вот этот вот материал, который сейчас сегодня вам дам, да, и после этого пойти на сайт, оплачивать подписку. Ну, можете не брать на 3 месяца, либо навсегда. Если у вас есть деньги, можете брать, это будет выгодно. Но если нет, то можете начать хотя бы проходить за 1 месяц. Прошли, кайфанули, обучились и так далее. Напоминаю, у нас еще выходит скоро, ребят, в этом месяце уже новый интенсив по JavaScript, по чистому JavaScript. Поэтому цена поднимется, скорее всего, да, и вам нужно сейчас купить по выгодной цене, чтобы успеть залететь. Вот, а мы с вами будем продолжать, ссылка в описании. Итак, ребят, давайте теперь отойдем немножко в сторону, разберем хуки, которые мы еще не разобрали. Это hook useref, да. Допустим, у нас есть какой-то с вами, давайте бахнем здесь player. Значит, делаем player. Ну, банальный пример. Useref позволяет нам подключиться к какому-то элементу на странице, да, и то же самое, если мы в JavaScript сделали get element by ID, то же самое. И получить у нас состояние, да, но тем самым элемент будет неконтролируемый, но при этом можем там что-то с ним делать. Давайте базовый пример сейчас покажу. Значит, player.jsx. Это чисто вот я делаю в рамках теста. Так, мы его импортируем быстренько, player. Будешь импортироваться? Нет? Давайте так. Video player. Так, import. Давайте video player from player.jsx. Сохраним. Вот наш видеоплеер. Значит, что мы здесь с вами имеем? Давайте сейчас я вам покажу. Давайте вставим ссылку на какое-нибудь видео.
Так, вот, ребят, у нас, к примеру, есть видео какое-то, я не уверен, что я его смогу сейчас здесь вставить. Мне важно вам пример показать базовый. Могу ли я тут вставить такое видео? Блин, навряд ли я смогу вставить ссылку. Давайте так сделаем пока что. Так, сохраним. Так, мы смогли вывести видео? Да, конечно же, видео мы так не сможем вставить, скорее всего. Так, мы забыли экспортировать. Сейчас, ребят, объясню сюда, что мы здесь делаем. Не переживайте, сейчас все будет нормально. useref, да, is not defined. Не забываем его импортировать обязательно. Так, все остальное работает. Видео, все заработало, окей. Тогда продолжаем, ребят. Можем ли мы задать ширину какую-нибудь адекватную? В принципе, можем. Давайте 300 сделаем. Все, пойдет. Значит, смотрите, ребят, что мы с вами можем сделать с помощью useref? Useref позволяет подключиться к элементу. Как мы это делаем? Берем useref, берем ref. Дальше вот наш элемент видео, к примеру. Ref равно ref. Все, подключили. Теперь у нас есть четкое понимание, что вот наше видео. Сделаем две функции. Handle play и handle pause. Допустим, мы хотим воспроизвести видео и поставить его на паузу. Опять же, вот эту тему работы с плеером мы в интенсивах разбирали для продвинутых. Можете там глянуть. Вот мы там делали огромный прям видеоплеер. Ну там не сравнится то, что мы сейчас делаем, но тем не менее. И теперь можем ref, .current, какие-то действия, можем что-то производить с этим элементом. Цвет поменять, класс name и так далее. Хоть так и не рекомендуется делать, но иногда это важно. То есть иногда по-другому никак не сделать. Вот такими простыми действиями мы с вами можем делать play pause. Нажимаем play. Так, давайте откроем инспект, посмотрим, в чем у нас вообще проблема. Вообще работает что-нибудь или не работает вообще? Play pause. Вообще не работает у нас кнопочка. Я боюсь, что у нас, ребята, нужно... Давайте так сделаем. То есть это прям полноценный видеоряд, и он работает, да? Не, он не работает, ребят. Не, ребят, он не работает. Нужно как-то видео взять, видеоряд полноценный. Ладно, вы это сами уже протестируйте дома, ребят. Нам нужно идти дальше. Короче, вы поняли. Вы можете взять useref, вот ref, да, и с помощью него подключиться к любому элементу вот таким образом, да, и получить у него значение. Ref current pause, к примеру. Ref count play и так далее. Только здесь play, да? Не забываем такой момент. Вот. То есть это все легко можно сделать. А если мы вернем с вами здесь, мы ничего с вами не сделаем уже. Короче, вот. Вставите нормальный видеоряд, и у вас будет все прекрасно работать. И еще раз берем один хук, очень важно, да, это хук useCallback, да, который вам позволит, собственно, тоже хоть как-то оптимизировать ваше приложение. Давайте разберем пример. К примеру, есть функция const, допустим, я не знаю, давайте clear car, очистка машин, да, допустим, clear cars. Вот. Так, делаем стрелочную функцию, делаем set cars, вот, очистка машин идет. Вот сюда мы зададим, вот наша функция замечательная. Вот, и нам, допустим, эту функцию нужно где-нибудь вызвать. Допустим, я не знаю, при размонтировании, к примеру, да, при размонтировании у нас будет то, что я, помните, говорил, да, можем вызвать эту функцию. Вот, все, вызываем. Окей, да? Но в текущем моменте у нас ссылка на эту функцию будет обновляться каждый раз, когда будет происходить ререндер. То есть тема та же самая, что из useMemo, которую мы разбирали до этого. То есть каждый раз, когда будет происходить ререндер нашего компонента, эта функция будет переобновляться. Вот, что не очень хорошо, да, потому что в таком случае, страдает оптимизация. Зачем нам каждый раз переобновлять функцию, если она должна переобновляться только в тот момент, когда, допустим, что-то у нас там поменялось. А в другие моменты она не должна переобновляться. Вот, как это сделать? А берем также useCallback, и тем самым мы эту функцию закэшируем. Так. Вот, закэшировали эту функцию замечательную. Вот. Теперь она все так же прекрасно работает, да, но при этом она закэширована с помощью useCallback. Вот, здесь можем указать зависимости, при изменении которых у нас будет происходить обновление ссылки на эту функцию. Допустим, при изменении там машин у нас будет эта функция переобновляться. Вот, это простой пример разбора useCallback, собственно. Ничего сложного, опять же, в нем нету, просто используйте в качестве оптимизации и кайфуйте. И многие, ребят, попросили также разобрать React Memo. Давайте попробуем его разобрать на примере car-item. Допустим, самое, что он такое-нибудь простое, да, чтобы вам понять, как он работает. Значит, давайте, допустим, сделаем здесь какую-нибудь просто линию, я не знаю. Ну, даже не линию. Мне не пришла, ребят, никакая идея. Просто сделаем, допустим, я не знаю. Пусть будет просто текст-лайн. Вот, есть какой-то компонент условно, да, у нас. Допустим, он у нас ни за что не отвечает, да. Или, окей, ладно, давайте возьмем price. Я вам предлагал price вынести отдельно, давайте его вынесем отдельно. Давайте возьмем price, зададим новый price.jsx. Вот, зададим здесь price. И просто вставим здесь все. Мы вынесли отдельно нашу цену. Мы это с вами уже делать умеем, поэтому здесь объяснять, я думаю, нечего. Да? Вынесли прайс, все красиво. Так, передаем только в него, не забываем передать пропсы. Да, а пропсы именно саму цену. Да, вот здесь прайс передаем. Так, сохранили. Так, ребят, надеюсь, камера не сядет, я не знаю, что мне ждать. Price, да, и мы сюда передаем car.price. Сохраняем. Все, как видите, все так же, нет, еще не пишет не число, да, то есть данные не передались почему-то, потому что я забираю price, нужно забирать его из объекта, вот так. Все, видите, price вывелся, все отлично. Так, ребят, я вернулся, покажу вам, я думал, как мне показать вам пример React Memo, как его применять. Смотрите, показываю простой пример. Значит, у нас есть вот, допустим, count, да, default, неважно, любое состояние, которое есть внутри компонента, допустим. И у нас кнопочка его изменять, то есть count плюс 1. Все, вот кнопочку нажимаем, да, и у нас меняется состояние. Давайте посмотрим, сколько раз переобновляется этот компонент. Вот внутренний компонент, который по факту от этого никак не зависит. Price render. То есть вот, он не зависит от каунта, и ему не нужно обновляться, мы его хотим замемоизировать, закэшировать, нам не нужно, чтобы он обновлялся. Смотрим сюда, кликаем, и каждый раз
все равно происходит ререндер. Это очень и очень плохо для оптимизации. Соответственно, а пропсы по факту не меняются, то есть по факту у нас car price всегда остается один, то есть не должно происходить ререндер. Для этого есть React мема. Мы берем вот React, да, у нас есть React, и берем мема. Так, оборачиваем React мема, компонент наш внизу, сохраняем и проверяем. Обновляем страничку, кликаем, и ничего не происходит. То есть он один раз загрузился, кликаем, и больше ничего не ререндерится. Вот, пожалуйста, вот так работает React мема, и для этого он, собственно, и применяется. Для того, чтобы убрать лишний ререндер компонента. Так, ребят, прежде чем мы перейдем к продвинутым концепциям, да, в конце этого шикарного ролика, там будет прям огромное разнообразие у нас, что еще разобрать, вот. Но перед этим мы разберем последний из базового, это hook use context, и также саму функцию create context. И вообще в целом, что такое контекст в React. На самом деле тоже объясняется все максимально просто на базовом примере. Давайте представим, что в нашем приложении мы сейчас не используем никакие там редаксы и так далее, state менеджеры, да, мы к этому придем чуть дальше. Если наберете, напомню, 1500 лайков, я сниму также полный курс уже по Redux Toolkit. Я просто вам напоминаю. Вот. Важно понимать, да, нам нужно сделать, допустим, авторизацию. Хотим сделать авторизацию, хотим, чтобы у нас появлялся там значок выхода из системы и название нашего юзера. Ну, мы опять же без сервера, мы сейчас делаем такую прям самую простенькую авторизацию, вот просто, чтобы вам показать пример. Для этого нам нужно где-то хранить состояние, и оно должно быть глобальное. Помните, мы с вами умеем его хранить в viewState. Да, но если мы будем хранить его в viewState, то оно будет храниться внутри какого-то компонента, и каждый раз будет прокидываться через пропсы. Допустим, здесь создали, прокинули туда, и там между пропсами будет гулять. Это очень и очень неудобно, сами понимаете. Поэтому мы должны создать контекст. Контекст позволяет нам делать это вот состояние глобальным. То есть мы можем из любого места вызвать с помощью useContext. Давайте этим, собственно, и попробуем это провернуть. Я создам новый файл, назову его контекст. Или давайте даже не контекст, а я назову providers. Вот, это больше я называю как провайдер, да. Назову его AUF provider. Вот, сейчас объясню, почему я так называю. И развернем, значит, сначала создадим сам контекст. Значит, export const AUF контекст. Вызываем функцию createContext, вызываем ее из React, вызвали. Все, контекст создали. Здесь можно указать дефолтное значение, я обычно ничего не указываю в этом случае. И теперь создадим как бы обертку, которая будет, ну, то есть как мы сейчас можем использовать контекст. Мы можем пойти в наш файл main.jsx, самый основной, да, и потом обернуть. Вот так взять AUF-контекст, provider, ну, как видите, это пример. AUF-контекст, provider, value и так далее. Но это неудобно, да, каждый раз так делать, поэтому я сделаю общий провайдер, в котором мы еще внутри сможем создать то самое глобальное состояние. Давайте этим займемся. Развернем обычный компонент AUF-provider. Здесь же мы укажем то самое состояние, которым будем управлять. У нас это будет useState. Допустим, мы храним здесь нашего пользователя. Изначально он будет не авторизирован, да, поэтому я укажу просто null. Значит, здесь пишем user, set, user. Вот, дальше мы с вами берем наш AUF-контекст, берем provider, и здесь указываем вот те самые значения, value. А value у нас будет являться как раз таки user и set user. Вот. Тут, на самом деле, можно что угодно прокинуть, я прокину именно эти значения. Опять же, их можно оптимизировать с помощью useMemo, то, что мы с вами уже разбирали. Но в этом случае мы сейчас с вами сэкономим время и не будем это делать. Так, это мы с вами взяли. Все, а внутрь мы что прокинем с вами? Children. Я про это вам забыл рассказать, когда я говорил про компоненты. Что такое children? Children — это вот то, что, когда мы оборачиваем компонент, да, мы это с вами будем еще разбирать подробно в high order components, да, в продвинутых моментах, да, которые будут после этого. Соответственно, вот, и там это потом разберем вкратце. То есть у нас вот есть AUF-провайдер, да, мы хотим им обернуть все наше приложение. Вот так, внутри что-то будет, и, допустим, да, app, да, и обертка такая идет, скажем так. Так вот, чтобы получить вот этот компонент внутри который, мы для этого, собственно, указываем children. Взяли children, прокинули его здесь, все. Тем самым, что бы там внутри не было, оно всегда будет находиться вот здесь. В принципе, нам пока что для базового примера это будет вполне достаточно. Вполне достаточно. Давайте попробуем теперь что-нибудь с вами сделать. Обернем, во-первых, да, то есть эту всю историю, значит, AUF провайдер, так, обернули, сохранили, все как бы у нас прелестно и красиво. Так, обновимся, идет какая-то ошибка, давайте посмотрим, что за ошибка у нас. Что-то, скорее всего, опять забыли что-то заимпортить, это нормальная история вполне. Так, да, мы забыли useState заимпортить, ну, видите, он, к сожалению, нам не подсказывает эти все моменты, это вам не TypeScript. Так, у нас price render опять до сих пор показывается, давайте мы это уберем, price render, все, эта строчка у нас лишняя. Так, сохраняем. Окей. Так, обновляемся. Все вроде бы отлично. Теперь давайте получим в любом месте, где нам это нужно, нашу авторизацию. То есть поймем, мы авторизированы сейчас или нет. А для этого перейдем, допустим, в главную страницу, на главную, да, и прямо здесь вот я получу то состояние. Как я его получаю? Я беру useContext, указываю в нем AUF-контекст, и все, мы его получили. Все. Теперь у нас есть тот самый user и есть set user. То есть можем выйти из системы, можем зайти в систему. Давайте тут сделаем такую проверку. Мы с вами тоже умеем делать. Если user есть, то мы выведем, значит, h2, welcome, такой-то user, да? Пусть будет у него, допустим, name просто. User name. Но если же юзера нету, то тогда мы с вами что делаем? Правильно, мы тогда с вами выводим сообщение.
да. Тут также я бы еще вывел бы кнопочку, да, не забываем, давайте фрагментом обернем, сейчас объясню почему. Оборачиваем фрагменты, потому что мы не можем здесь вернуть два элемента. Если мы будем два элемента возвращать, мы их не можем вернуть просто так, да, нужно обернуть фрагменты. Фрагмент — это просто пустой тег, который вам дает сам React для этих возможностей. И button, да, вот как раз button уже создался. Так. А иначе мы напишем сообщение о том, что... А давайте без сообщений, зачем нам, да? Просто сделаем вот такую проверку. Значок и поставим, значит, что будет либо это, но здесь будьте внимательны, это нужно, чтобы было четко булиан значение, поэтому вот так вот. Так, обновляемся. Пока что ничего нет, потому что юзер у нас не авторизирован, соответственно, да? Давайте, чтобы... Окей, давайте, у нас примитивный пример, поэтому я сделаю вот так. А иначе мы, знаете, фейково попробуем войти в систему. Как будто мы авторизировались. Ну, вот чисто вот фейково. Мы сейчас не смотрим ни на что другое. Значит, button, значит, я сделаю set user, и как будто у нас появится какой-то юзер. К примеру, у него будет там имя. Макс, ну, к примеру. Все, значит, логин напишу, вход в систему. Вот, значит, что мы теперь видим, ребят? У нас есть состояние, да, глобальное, вот оно, мы его получили с помощью use-контекста. Берем наш контекст, передаем, все получили. Это можно сократить, я вам расскажу дальше в конце ролика, как это сделать. Дальше, если юзер есть, тогда мы вводим нашего юзера. Привет, такой-то юзер. И кнопочку выхода из системы. Если нету, то кнопочка логина. Как будто мы войдем в систему. Я просто меняю состояние, мы это умеем с вами уже делать с use-state, да, мы можем менять состояние на как будто такой фейковый юзер с именем Максим. Давайте попробуем войти в систему логин. Видите, welcome Max, мы вошли в систему, и можно выйти из системы, логаут. Отлично. Если мы сейчас, допустим, попробуем более как-то это все в таком моменте проверить, сами здесь изначально зададим Макса, обновим страничку, видим, уже Макс у нас есть изначально. Вот такая тема. Вот для этого в основном используется контекст. То есть мы создали контекст, он идет глобальный, можем из любого места получить вот эту вот штуку, и у нас в любом месте будет понимание о том, существует ли у нас авторизация, либо не существует. Вот. Опять же, мы это сможем сократить, вынести в свой кастомный хук, об этом я расскажу чуть дальше в конце выпуска, когда будем делать рефакторинг. Теперь поговорим о High Order Components. Так, давайте самый такой примитивный пример. Честно вам признаюсь, во-первых, ребят, что High Order Components уже 100 лет как не применяется, ну, то есть я редко это как-то встречаю, на самом деле, где-то года два назад, даже год, может быть, уже не встречал, ну прям реально крайне редко, но многие вас спросили объяснить, что это за концепция такая, да, и что это вообще значит. High Order Components, и, внимание, ребят, с этого момента переходим к продвинутым, да, инструментам, поэтому базовая часть закончится, теперь продвинутые инструменты. Значит, это компонент высшего порядка, компонент, который оборачивает любой другой компонент, вот, но он кое-чем отличается от провайдера. Давайте, к примеру, сделаем так, чтобы у нас вот эта страничка, допустим, страничка самого, где у нас вот, car detail, да, как будто она должна быть только для авторизированных пользователей, то есть только для тех, кто в системе. Если кого-то нет в системе, то страничка должна быть для него закрыта. Ну, допустим, такой базовый пример. Как мы это можем с вами сделать? На самом деле мы это бы делали следующим образом. Мы бы брали const. Опять же, мы не смотрим сейчас на длину записи, я вас научу это все оптимизировать, так что не парьтесь пока вы по этому поводу. Use контекст, значит, в контекст, опять же, берем юзера, все, мы как бы сейчас, мы бы сделали проверку, там, если юзера нету, то мы возвращаем, что ты не авторизирован для просмотра этой страницы. Значит, давайте попробуем это сделать. Перейдем сейчас на нашу страничку, и вот, видите, ты не авторизирован, потому что, помните, у нас юзер по умолчанию null, то есть юзера нету. Все, мы не авторизированы в системе. Ты не можешь посмотреть эту страничку. Допустим, мы вдруг авторизируемся, введем сюда опять же name, ну, можно name не вводить, ну, можно Макс написать, допустим, все, страничка показывается, вот. Допустим, мы эту штуку хотим использовать для других страниц, да, мы хотим это как-то вынести в отдельную логику, в тот самый High Order Component, чтобы это как бы было наверху, да, и чтобы мы могли эту проверку куда-то инкапсулировать, куда-то вынести. Как мы это будем делать? Создадим, собственно, тот самый High Order Components. Так, давайте его создадим где-нибудь, я предлагаю, я даже не знаю, давайте прямо создадим новую папочку. Я, честно, хоки давно не использую, поэтому да. Для меня это как-то даже неожиданно немного. Ну, многие просили, опять же, исходя из запроса. Так, хок. Дальше мы здесь указываем with я его назову. Ну, это частое применение такое. JSX. Или можно JS указать, в принципе. Давайте укажем, наверное, давайте JSX, да, все-таки. Здесь мы указываем следующую концепцию. Мы берем нашу функцию. Давайте я ее сразу же экспортируем. Называется она with которая как бы внутри себя получает одну стрелочную функцию, потом вызывает другую стрелочную функцию. Вот такая неожиданная штука. Это как-то называется каким-то термином. Пишите в комментах, кстати, что за термин. Я просто в теории, ребят, не шарю, и мне это не интересно абсолютно. Короче, каким-то термином это называется, да, в теории. Там блогеры, теоретики это все знают, и вам уже давно рассказали. Это не моя история, поэтому я не буду это говорить. Вот. Которая позволяет вызвать одну функцию из другой по факту. Да, то есть как это будет сейчас у нас работать. Как раз таки мы отсюда переносим всю логику, вот эту, выносим ее сюда. Почему бы, собственно, и нет, да. Берем use контекст, берем в контекст отсюда. И если нет, то юзера. Если иначе, мы отдаем тот самый компонент, который мы обернули. Вот компонент. С его же пропсами. Вот. С его же пропсами. То есть, чтобы у нас пропсы не потерялись у компонента, если они у нас будут, к примеру. Сохраним. Теперь обернем. Мы внизу, где вызываем default, да, экспортируем, мы берем обертку, делаем with
обернули. И в принципе все. Да, сохраняем. Обновляем и видим всю ту же самую картину. Но при этом мы все это обернули в функцию высшего порядка. Это функция, которая добавляет свой функционал над текущим компонентом. Точнее, не функция, прошу прощения, компонент, да. Добавляет дополнительный функционал к этому компоненту, при этом мы просто делаем как бы обертку, то есть мы здесь ничего такого не выдумали. И это часто применяется именно вот в формате там авторизации и так далее. Так я работаю часто с Next. В Next это можно делать гораздо элегантнее, гораздо круче, поэтому я к этому не возвращаюсь, да, обычно, вот. Ну, просто вы должны знать, что такая концепция есть, как бы это называется High Order Component. Теперь, ребят, переходим к более интересному. У нас будет повышаться градус, да, и будет все более-более интересно. Теперь, значит, мы помним нашу формочку замечательную, да, с такой вот концепцией, где наша формочка замечательная. Вот она, да, вот наша формочка, где есть дата определенная, да, как бы все прекрасно вроде бы работает, но как это все можно сделать с помощью библиотеки, которую часто все используют? Библиотека называется React Hook Form. Давайте ее поставим. Yarn EDD. Ее преимущество основное в том, что у нее есть встроенная валидация, можно валидировать данные, то есть, допустим, ты не ввел e-mail, ты не ввел пароль, или там, допустим, у тебя невалидный e-mail, то есть он не соответствует каким-то правилам условно и так далее. React Hook Form ставим. Быстренько поставили, отлично. Теперь удаляем. Работаю также на принципах хуков. Да, пишем const use form, создаем нашу формочку текущую, да. Здесь я люблю указывать один интересный мод, да. Мод он называется onChange. Вот, почему я его указываю? То есть я люблю, чтобы у меня изначально, если это не указывать, да, этот мод, то изначально функция будет валидация срабатывать при нажатии на кнопку create. А я хочу, чтобы валидация срабатывала уже при вводе значения в поле. То есть когда мы вводим пароль, он пишет, чувак, пароль должен быть минимум 6 символов. Чтобы не когда мы нажали на кнопку, а чтобы именно при вводе. Поэтому я ставлю, что мод onChange при изменении. Тут мы с вами получаем регистр для того, чтобы регистрировать инпуты. И тут можно что угодно получить. И у нас есть также form state, get values и так далее. У меня был быстрый курс на канале, можете посмотреть, да, либо в интенсивах, опять же, мы прям очень с ней плотно работали, да, в каждом интенсиве абсолютно, можете это изучить. Пока что нам этого хватит. Возьмем также ресет для сброса всех полей. Вот, получать данные будем немножко иначе. Все, это мы с вами сделали. Теперь мы с вами меняем эту create car, ну пусть она также остается, в принципе, да, пусть также тут уже мы будем принимать дату полноценную из нашей формы. Тут нашу форму нужно обернуть, on submit. Тут, кстати, по-моему, тоже можно забрать, если ничего не путаю, handle submit, да, handle submit. И тут мы уже вызываем именно нашу вот create car. Отлично, это мы сделали. Теперь кнопка у нас должна просто отрабатывать саму, тут onClick мы убираем, он нам уже не нужен. Отрабатывать должна саму форму, поэтому здесь ничего такого не делаем. Далее, вот эти вот onChange мы все убираем, несчастные, да, они нам не нужны. Так, да, мы здесь уже указываем. Ну, я, ребят, думаю, вы по видео, если что, перепишите себе, да, этот момент. Я думаю, что не имеет смысла сейчас дублировать 2 раза проект. Я думаю, мы один уже так доработаем, в принципе, полностью. А потом вы уже, если что, на видео себе там его подправите. Или ладно, ребят, давайте все-таки я вынесу это в отдельный. У нас будет, смотрите, скачать сможете все в платном хранилище, понятное дело, да. Но там я сделал 2 папки. Одна папка будет то, что мы сейчас закончим, результат. А вторая папка, сейчас я начну ее делать уже с TypeScript и вот, ну, не с TypeScript, а уже вот с продвинутыми всякими штучками. Просто я не хочу чистить вот то, что было, потому что многим это именно полезно будет, именно такая реализация. Сейчас я все сделаю и вернусь. Итак, ребята, открыл то же самое, только уже Advanced папка называется. У вас будет 2 папки, одна, напомню, чистый JavaScript, да, сейчас уже будет Advanced, тут уже и TypeScript добавим в идеале, там и Hook Form, и React Query и так далее. Короче, более продвинутая концепция. Так будет, думаю, более честно. Так, теперь запустим также наш проект. Так, здесь все по классике. Так, возвращаемся обратно к Create Car Form. Обратно возвращаем формочку нашу. Блин, я случайно удалил. Так, регистр, handle submit и, в принципе, все, да, вроде бы. Handle submit, и reset. Reset берем. Окей, опускаемся ниже. Здесь мы дату уже будем забирать, дату с вами. Да, это мы также убираем. Тут мы что делаем с вами? Инпуты хорошо. onChange. Так, это мы сейчас пока что с вами оставим. Вот, здесь я, как я и говорил, делаем уже также onSubmit. Тут делаем handle submit и указываем нашу функцию. Handle submit и указываем нашу функцию create car. Все, это мы с вами сделали. Так, это мы с вами убираем onClick. Да, он нам уже здесь не потребуется. Сохраняем. Окей. Так, пока ошибка, не смотрим. Тут что мы делаем с вами? Убираем onChange. Здесь гораздо все будет интереснее. Разворачиваем регистр. Лучше это делать вот на этом уровне. Да, потом placeholder пусть перезаписывает. Указывать имя. У нас name, да, ключ именно. И указывать, что обязательно путь. Require true. Все. После этого, соответственно, уже будет идти валидация какая-никакая, и мы сейчас с вами также посмотрим. Давайте перед этим я создам еще вот эти поля. Так, это у нас будет уже проверка на цену, price, да, и это у нас уже будет на картинку, image. Так, сохраним. Все, видите, все так же сработало. Теперь давайте попробуем эту дату здесь получить. Console log, дата. Идем сюда, inspect. Значит, у нас ошибка какая-то есть. Data is not defined, обновимся. Все, отлично, консоль. Вводим какие-то параметры фейковые, create. Как видите, у нас приходит также... Так, set data is undefined, мы его заменяем на reset, да, на сброс
всех полей. Смотрим еще раз. У нас приходит объект, в котором есть имя, name и price. То есть то, что мы делали с вами вручную, теперь это не нужно делать. И, к примеру, если мы здесь оставим поле пустым, то сейчас никакой ошибки нет, потому что мы ее не вывели толком. Давайте ее выведем. Берем form state, берем errors, да, и давайте его, к примеру, выведем. Ну, я одну выведу, ребят, просто чтобы вам показать. Errors, name.message. Вот, если он есть, то мы его выведем вот так. Так, в принципе, вроде бы все. Что тебе не нравится? Так, закрываем. Точнее, сохраняем, обновляемся. У нас нету error, да, мы просто сейчас создадим style. Color red. Обновимся. Так, ошибка еще какая-то. Errors name is undefined. Давайте здесь вопросик поставим, да. Обновим еще раз. Я два вопросика поставил, да, потому что это может быть undefined. И попробуем пописать. Пишем что-нибудь. Все окей. Когда стираем, ничего не появляется, да, у нас. Давайте попробуем вывести errors, посмотрим, что вообще туда приходит. Console log errors. Может быть, я что-то забыл. Так, пустой объект. Что-нибудь писать начинаем, стираем. Вот появился name, и у name есть message. Но message пустой, да, потому что, да, то есть у нас мы message никого не указали, мы указали required true, теперь нужно указать двоеточие, точнее не двоеточие, а просто указываем строчку, значит, name is required. Required, вот так. Стираем, видите, name is required. Все. Вот наша проверка также работает. Я не буду никак стилизовать, это дело уже ваше, как бы, ребят, это я оставлю на ваше усмотрение. Окей, это мы с вами поняли, да? Все, и теперь данные сбрасываются, если мы, допустим, введем сюда что угодно, там, так, create, видите, появилось, данные сбросились. Все, это у нас с вами прекрасно все работает. Так, хорошо. Clear data мы там можем теперь убрать. Все, касаемо форм, мы с вами поработали. Вот так выглядит Yahoo форм. И вот, собственно, вот так она и удобна, да. То есть она позволяет делать валидацию, позволяет делать другие крутые штучки, типа там работа с селектами. Это уже такой более продвинутый уровень, опять же, не будем пока разбирать. Ну, если вам нужен вдруг курс по React Who форм, хотя он был на канале, можете потом писать в комментариях. Так, дальше у меня React Query по плану, ребят. Смотрите, помните, я вам обещал сделать красивые запросы. Давайте этим займемся. Вот это вот всю дичь уберем. И это еще самая красивая дичь, да. Здесь мы еще не отлавливаем ошибки, мы еще не отлавливаем лоудинг, мы еще не отлавливаем дату и так далее. Это может делать все гораздо элегантнее и красивее. Давайте этим, собственно, и займемся с вами. Значит, поставим библиотечку, называется на React Query. Я как к этому ролику готовился, я посмотрел конкурентов, да, что они там снимали вообще на эту тему по React. Мне важно было сделать то, что никто не делал, да, и я смотрю, блин, ролик вышел не так давно, при этом зачем-то использую React Query версию 3 или какую там версию. Я такой думаю, блин, а смысл какой? То есть, а смысл использовать React Query третьей версии? Чтобы вы понимали, ребят, есть React Query вот эта вот штука, устаревшая. Так, уже открывается, кстати говоря, новая ссылка, да? Короче, там есть устаревший сайт. Так вот он и есть, в принципе, да, вот он есть. Третья версия React Query. Уже вышла четвертая версия, не понимаю, зачем юзать все третью и показывать устаревший код. Мы, значит, пишем React Query Tanstack, да, вот, и будем ставить именно вот эту версию. Вот, именно вот эту вот версию. Значит, у нас идет installation, вот, Tanstack React Query. Давайте поставим. Я сразу буду показать новую версию, логично, да, в принципе, чтобы у вас не было никакой путаницы потом. Все, мы ее поставили. Значит, как работает React Query? React Query позволяет вам, он сам за вас делает все запросы, да, вы просто прокидываете свой сервис условно. Вы можете легко делать какие-то действия при успешном запросе, при ошибке, получать дату легко. Вы можете легко делать мутации, то есть это обновление, удаление, редактирование, создание и так далее. Вы легко можете хранить состояние в кэше, то есть это самая фишка React Query, да, вам не нужно больше хранить состояние, он будет делать все за вас. То есть пришли данные, там все машины, вам не нужно их хранить в viewState, он их сам будет хранить у себя, а вы там будете уже передавать ему какие-то моменты. Давайте, собственно, этим и займемся. Так, я, во-первых, уберу, нам больше не надо состояние, да, понимаете, нам это больше не нужно, мы с вами уже крутые парни, и мы делаем с вами React Query. Но перед этим, чтобы его запустить, мы его должны подключить. Поэтому идем в main.js и подключаем React Query. Значит, Query Client Provider, оборачиваем его. Здесь создаем сам Query Client, New Query Client. Вот. Ну и ладно, я дефолтный option не буду убирать, пока вам это будет слишком перебор, я пока так оставлю, ребят. И тут передаем просто client, query client. Все, сохранили, все, React Query инициализировали. Теперь давайте его запустим. Чтобы нам просто получить данные сервера, нужно сделать use query. Const, тут забираем объект, use query. Тут мы указываем ключ именно в массиве, да, cars, получение машин. Дальше мы указываем в стрелочном варианте, указываем наш тот самый сервис, вот, car сервис get all. И, в принципе, уже базовая штука готова. Мы можем получить дату легко, мы можем легко получить уже излодинг, когда идет загрузка, ошибку, что угодно. Мы теперь можем получить вообще без проблем. И вместо такой вот огромной записи у нас есть минималистичная запись. Да, и если нам нужно было бы вот это сделать, мы бы сделали просто при success. Допустим, там, мы бы сделали on success, получили здесь данные, дату, и мы их бы уже здесь сразу записали. Вот. Но мы это делать не будем, потому что зачем нам это делать, если у нас дата уже есть. То есть это бесполезная история. У нас уже есть дата. Ключ, запомните, он нам понадобится для
ревалидации данных, чтобы их переобновить, когда добавим, допустим, новую машину. Мы сейчас с вами этим займемся. Так, это мы удаляем теперь. Это все бесполезно больше, нам это не нужно. Видите, как сильно сокращается код и как он становится красивым и минималистичным. Значит, если идет загрузка, я поставлю загрузку, да. Если идет лоудинг, я поставлю лоудинг, пусть будет. Но ошибку мы не будем выводить, сами уже там сделать, если вам потребуется, нам для нашего примера это не надо. И теперь дату мы можем вывести спокойно вот здесь. То есть, если дата length есть, то дата map. Так, сохраняем. Попробуем обновить. Ничего не получается у нас. Давайте смотрим, что за ошибочка у нас. Set cars is not defined. Это логично, потому что у нас set cars пока что нету. Да, вот этот вот set cars, который мы здесь передаем, где мы его передавали, вот он, в форме. Он нам больше здесь не нужен. Мы убираем. В самой форме пока что мы это тоже убираем. Мы сейчас с этим поработаем. У нас будет по-другому происходить добавление машины, пока убираем. Так, давайте еще вот тут тоже уберем, да, чтобы у нас просто не было сейчас ошибок. Обновляемся, все отлично. Вот машины подгрузились, пожалуйста. Только теперь они грузятся из кэша. То есть они один раз загрузились, дальше они лежат в кэше, за вас все сам React Query сам хранит, и вы просто не паритесь. Вот просто лежит в кэше, и все, вам не нужно париться по этому поводу. Оно просто лежит. И это невероятно удобно. То есть вам нужно делать какие-то действия, там, отфильтровали, можете получить новые данные. Если не фильтруете, он получает данные из кэша, и у вас не идет каждый раз запрос на сервер. И это невероятно круто с точки зрения оптимизации, это прям вообще киллер фича. Вот реально. Вот, блин, реально, я советую вам изучить его 100% прям досконально. На сайте можете у нас изучить, это один из лучших вариантов, да, мы и для начинающих делали в интенсивах, и для продвинутых это все было, ну, круто прям. Это не в качестве рекламы, ребят, это просто говорю, что, ну, годный продукт, то есть это не в качестве рекламы. Просто я больше нигде не видел, чтобы использовать так активно React Query. Вот постоянные подписчики могут в комментах написать, что реально где-то видели или не видели. По-моему, как будто я только один его пропагандирую, вот реально. Это прям киллер фича. Давайте теперь попробуем сделать так, чтобы у нас мы с вами то есть добавили машину уже на сервер, уже положили ее к себе на сервак, чтобы мы уже не, как сказать, не клали ее просто в локальное состояние, а уже работали с сервером. То есть нам нужно теперь сделать запрос к серверу только на мутацию. Он будет называться use mutation. Значит, как мы с вами делаем во всех наших красивых местах, мы должны в сервис прописать сервис новый, который будет называться create, просто create, да, создание машины. Тут у нас приходит дата какая-то определенная, да, которую будем записывать. Здесь мы с вами делаем просто return Axios. Ну, нам просто ответ не нужен, просто сразу Axios post. Тут, по большому счету, скорее всего, мы идем на cars. Это, конечно, тоже, ребят, лучше вынести отдельно и сократить и так далее. В интенсивах, смотрите, как мы это делали, здесь не тема этого ролика. Я почему говорю каждый раз в интенсивах, ребят, потому что, чтобы вы знали, где это найти. То есть у меня нет просто бесплатного контента вот по этому поводу. Я просто это не в качестве рекламы, к тому, что вот там можете посмотреть. Просто я больше нигде не знаю, где это можно посмотреть. Вот, и передаем дату в таком случае. Мне нужно только уточнить маленький нюанс. Я не помню в JSON-сервере, как это все происходит. Давайте посмотрим. Так, нам нужно посмотреть именно на операторы, видео. Так, вот, пост-запрос на профайл идет, допустим, да, и все. И мы на него отправляем просто данные какие-то. Не знаю насчет айдишника, наверное, мы его тоже должны отправлять, по идее. Давайте получаем дату здесь, да, отправляем ее сюда. Через запятую указываем, здесь у нас идет дата, да, мы ее отправляем. Вот, только я хочу отправить дату, и как будто я бы отправил еще айдишник, вот реально. Мне кажется, он не будет задаваться, я его тут также должен передать. Или еще лучше, знаете, я здесь просто отдам дату отдам просто, да, а уже там айдишник вне прокину. Давайте этим займемся. Значит, нам нужно перейти теперь с вами в карт-форм. Вот это домашнее задание тоже вынесите потом, да, для красоты. Ну, мы это еще в конце ролика, скорее всего, сделаем. Вот, теперь сделаем use mutation, const use mutation. Отлично. Тут мы пишем, что это create car. Отлично. Вызываем тот наш сервис, то есть car service.create. Тут нужно дату будет передать, сейчас мы это все сделаем. Дата будет передаваться сюда, то есть это дата, и здесь потом мы передаем дата. При success можно успешно там что-то сделать, да, допустим. Ну, нам кое-что нужно будет сделать, сейчас мы это произведем, ребят. On success. Так, окей. Тут мы получаем, тут с вами, наверное, получать ничего не нужно, кроме mutate. Mutate как раз штука, которая будет вызывать нашу мутацию, то есть, чтобы дернуть запрос на сервер. И здесь мы ее будем вызывать, то есть mutate. Вот, а reset как раз это при успешном запросе. Когда все успешно точно прошло, мы тогда только чистим данные. Теперь это все очень удобно работает. Mutate data. Вот, только здесь мы делаем mutate data, но дату мы разворачиваем и также добавляем еще айдишник. ID будет равен у нас... Давайте я укажу date now, да, просто в качестве эксперимента пусть будет. Я сейчас не хочу искать общее количество элементов, это будет слишком долго, оставим вот в таком формате. И в принципе все, по большому счету, да. Единственное вот, значит, какой нюанс получается, да, если мы сейчас... Ну, давайте попробуем, наверное, сделать сначала, да, потом уже будем разговаривать, что делать дальше. Значит, нам нужно в интернете картинки машин, чтобы мы сейчас с вами не облапошили, все некрасивенько сделали. Давайте тот же самый Макларен возьмем. Так, берем Макларен, копия image link, давайте пробуем. Значит, Макларен, это уже данные добавляются прямо на сервак, понимаете, да? $400 000, картинка, create. Создали, да, но он не добавился сюда, не добавился, да? Ну, я сейчас объясню, почему так произошло, это нормальная история. Обновляем страницу, листаем вниз, и вот он как бы появился у нас. Вот он как бы появился, но он появился пустой, то есть его просто нету пока что.
его просто пока что нету. А потому что мы с вами даже, подожди, мы даже, по-моему, не то выводим еще, или что мы выводим с вами? Давайте проверим наш сервак, да, перейдем в CardDB, DB.json, и вот у нас есть, значит, первая машина, вторая, третья, четвертая, пятая, так, Макларен RT, я его, видимо, сам добавил, да, и вот наш Макларен новый. Мы видите, как неправильно? Вот мы здесь можем посмотреть, что мы неправильно все сделали. У нас должно быть вот в таком формате, в красивом, да, а у нас почему-то дата, а потом ID. Давайте посмотрим, что не так. Мы здесь передаем дату. Дата mutate ID. Хорошо. Здесь я нареканий не вижу. Здесь мы передаем дату, и вот она дата мутируется. Здесь все хорошо. Как будто оно ID само прописано. Нам ID не нужно прокидывать, ребят. Да, ID мы не будем прокидывать, ребят. ID оно, по-моему, само прокидывает. Пойдем просто дату. Давайте мы это удалим. Теперь мы с вами попробуем еще раз. Так. И опять дата приходит, да? Или нет? Нет. Или теперь пришло так же, все равно дата приходит. Окей, сейчас будем смотреть, в чем проблема. Сейчас быстренько отследим. Давай тут дебаггер поставим. Один из вариантов дебага кода. Так. Почему дебаг не отрабатывает? Окей, давай по-другому поступим, ребят. Давай хорошо, давай я это пока закомменчу. Консоль лог, хорошо, дата. Я не знаю, почему дебаггер не сработал, честно признаюсь. Так, еще раз вводим. Так, вот приходит объект, значит, image, name и price. Здесь все хорошо приходит. Здесь все приходит хорошо. Так, раскомментируем. Идем теперь в сам car-сервис. Вот что-то мне здесь не нравится. По-моему, пост не нужно объект здесь оборачивать. По-моему, и так просто дата отдается, если я ничего не путаю. Вот так. Пробуем еще раз. Макларен, create. Обновляемся. Да, видите, он добавился, Макларен. Отлично. Вот, ну как видите, у нас изменение происходит не моментально. То есть он как бы добавляется, он добавляется в самый конец. В самый конец, это логично, в принципе, в самый конец, да, нам нужно просто сделать сортировку адекватную. Нам это сейчас не важно абсолютно. Почему происходит именно в таком формате? То есть почему он сразу не обновляет? Потому что, как я и говорил, React Query, мы пока что не дали ему команду переобновить состояние. То есть он просто добавился и все, как бы нам нужно потом переобновлять страницу и так далее. И это максимально неудобно. Как это можно сделать? Для этого очень удобная штука. Помните ключ, я вам говорил запомнить. Мы вызываем use query client. Берем здесь query client. Отлично. И теперь этот query client, мы его здесь вызываем с вами. Только у него вызываем invalidate queries и указываем как раз таки наш ключ cars, вот, который, я вам говорил, нужно инвалидировать. Теперь, если мы сделаем то же самое абсолютно, только уже, допустим, с другим Маклареном, я не знаю, вот с этим, copy image link, также Макларен. Внимание, сейчас смотрите, я страницу обновлять не буду. Create, опускаемся ниже, и вот он уже появился. Без обновления страницы. Он сам сделал еще один запрос на сервер, и все это дело обновил. С помощью такой интересной команды invalidate queries. Вот поэтому, ребят, React Query это круто. Вот ответ на вопрос. Вот поэтому это круто. Потому что он сам за вас все хранит состояние серверное, и вам не нужно по этому поводу вообще париться. Вы просто наслаждаетесь. Так, теперь, ребят, давайте сделаем небольшой рефакторинг, да, и уже затем перейдем к добавлению TypeScript в проект, чтобы вы уже понимали, как это делать. А потом мы сейчас с вами разберем структуру папок, какой придерживаться вообще в целом. Давайте сделаем рефакторинг. Смотрите, что мы с вами видим. Мы видим вообще какой-то код, который абсолютно нечитабельный, да. Во-первых, вот это хотел бы вынести отдельно, 100%. Это относится к авторизации, а не сюда, поэтому я вынес отдельно. Вообще я бы, знаете, как бы назвал это все components, как раз таки UI, пусть будет это header. Вот. А чем вам не хедер, да, скажем так? Выносим это в хедер, все это является хедером. Только когда вы так делаете, да, во-первых, здесь не забываем вот эту штуку, да, убираем фигурную скобку. Во-вторых, все это вам нужно импортировать также, да. Сейчас я кое-что покажу, да. Но перед импортом давайте уже наконец-таки избавимся от use контекста. Мы же хотели вынести в красивый кастомный хук. Мы, как вы помните, вначале я вам обещал научить вас создавать кастомные хуки. Пишем new folder. Хук. Создадим свой хук, назовем useof. Вот и все, хук, который будет у нас служить нам чем-то, да. Просто берем его и выносим сюда. То есть, помните, хук это обычная функция, просто вначале приставка use дает ей определенную магию, и она немножко по-другому выполняется. Поэтому делаем экспорт, const useof, которая просто равна и возвращать будет наш тот же самый контекст. Вот. Но при этом нам каждый раз не нужно будет импортировать больше контекст, да, у нас просто есть useof, который нам позволяет все это делать. Заменяем на useof, и все так же прекрасно будет работать. Только мы ее выносим, и вот сюда нам это надо, в header. useof возвращаем для того, чтобы нам была подсказка. Все, сохраняем. Вот такой у нас компонентик получился. Красивый отдельный компонент. Тут все вынесли отдельно, здесь все красиво. Так, здесь что мы делаем? Здесь мы это убрали, хедер мы импортировали, да, по-моему, да. Что мы еще можем вынести? В принципе, можно вынести еще useQuery, но он здесь настолько маленький, что я его выносить даже не буду, ребят. Если будет что-то много, можно было бы вынести как бы в useCars, к примеру, да, но он здесь прям занимает одну строчку, я не вижу смысла его никуда выносить. В данном случае это вполне приемлемо. Это, в принципе, тоже можно вынести, вот. Это можно вынести в какой-нибудь каталог. Вообще каталог, который будет открываться даже и в других местах, поэтому я его в UI вынесу. Каталог.jsx. Развернем.
Что он из себя представляет каталог? Сохраняем, нам он требует дату, принять дату, и ее он просто хочет вывести. Вот и все, вот наш весь каталог. Car item импортируем. Вы на самом деле, ребята, тоже сами можете делать, здесь ничего такого я сложного не делаю абсолютно, все максимально просто. И в каталог мы передаем дату, вот и все. В принципе, в нашем случае, это вообще дату можно прямо в каталоге вызывать. Вот, ну так у нас каталог мы его вынесли в UI, как бы это считается UI-компонент, чтобы мы могли не только эти данные прокинуть, а в любые другие данные. Там, ну, неважно именно с главной страницы, не с главной, поэтому я так сделаю. Вот, лоудинг можно туда же вынести, в принципе, без проблем. Так, данные, правда, у нас не получается почему-то, потому что каталог, дату мы не называем, выносим его именно вот так. Все, теперь все работает. Так, что же у нас еще, ребят, из интересного? Это все у нас красиво. Все, видите, какой компонент получился минималистично. Все прям поубирали. Формочка, значит, это можно вынести в отдельную форму ошибки, да, значит, error message.jsx. Выносим, получаем children, да. Зачем children? Error. Вот. Здесь мы выносим, да. Если error есть, то мы показываем вот эту штуку. Сохраняем. Тут вроде больше ничего не нужно нам делать. Да. Или можно, знаете, как по-другому. Можно типа, если error нет, то return просто. Null. Да, возвращаем null. Иначе просто показываем все. Вот можно так сделать, в принципе. Тоже будет прекрасно работать. Ну, один из лайфхаков. Теперь берем здесь error message. Откроем, да, чтобы он легко у нас импортировался. И передаем в него error. У нас будет являться errors name message. Вот так. Все, красиво вынесли, так можно каждому инпуту сделать. В идеале еще можете инпут вынести. Ну, я уже это делать не буду, как бы не будем уже так в мелочи уходить. Здесь тоже можно все оптимизировать, на самом деле, вынести это в отдельный свой кастомный, ну, вы поняли, что, да, вот это все можно, в принципе, туда вынести. Давайте сделаем use create car.js, значит, export const use create car. Так, вставляем здесь то же самое, все это дело импортируем. Красивенько импортируем, use query client уже взяли, это взяли, reset нам нужно принять отсюда, у нас ресета нету, и в принципе все, что мы возвращаем просто create car, вот и все, итоговую функцию. Смотрим внимательно, чтобы ничего не пропустили, вроде бы ничего не пропустили, сохраняем, теперь это здесь выводим, use create car. Забираем сюда reset. Ой, точнее наоборот, прошу прощения, забираем сюда этот create car, а reset передаем сюда. Вот так у нас красиво. Теперь 30 строк кода получилось. Вот обновляем, видите, все прекрасно работает. Так, что еще? Ну, в принципе, наверное, я думаю, дальше уже идти не имеет смысла. Здесь мы тоже плюс-минус вынесли все. Моя задача была вам показать, как это делается. Вот так это, собственно, и делается. Так, что у нас дальше, ребят? А дальше, ребят, у нас идет следующее, да? Добавление TypeScript в проект у нас идет дальше. Давайте вместе с вами открою, ребят, честно, давно уже не делал. Значит, how to add the TypeScript to with React. Вот, сюда смотрим. Stack Overflow. Нужно установить зависимость некоторые для типизации. Давайте их поставим. Только у нас yarn, помните, мы используем. То есть не забудем поменять на yarn. Yarn add -d, TypeScript, types React и types React DOM. Ставим. Все, TypeScript поставили. То есть TypeScript, ребята, нам нужен для типизации, чтобы у нас все было прям красиво, идеально. Потом переименовать нужно вид config.js в TS. То есть переименовываем, да? Rename. С этого момента, ребят, все файлы можно называть не JS, а TS, соответственно. Вид config TS. Хорошо. И дальше конфигур... Так, у нас нет до этого с вами компонента. Давайте мы его создадим. Вид support by default. Ага, то есть, ну, можно проще сделать, не то, что вот они там слишком сложно, мне кажется, будет. Давай просто поставим здесь tsconfig, давайте tsconfig JSON, tsconfig JSON. Сюда вынесем эту штуку, вот базовые какие-то моменты. Так, я пока это делать не буду, то, что здесь рекомендуют. Мне кажется, оно и так будет работать. Давайте попробуем, перезапустим наш проект. Так, что это я сделал? Да, это я по ошибке создал. Так, давайте попробуем, ребят. Как мы будем пробовать? Ну, создадим что-то более базу, да, переименуем хотя бы вот это вот main tsx. Так, еще раз запустим проект. Должно все работать. Все не работает, да, у нас? Да, не может найти он теперь main JSX и React... Ага. Все-таки ему не нравятся настройки определенные. Давайте все-таки попробуем вот это вот референсы. И давай такой референс тоже сделаем. Без проблем. TS. На самом деле я это делаю редко. Почему, ребят? Потому что обычно ставлю сразу проект уже с TypeScript. tsconfig.json. Точнее, .node.json, да, по-моему? Да. Вот. И крайне редко это обычно все происходит, поэтому вот вид config TS. Тут, по-моему, тоже нужно что-то дописать. Может, нужно создать еще вид env.ts в папке source. Так, ну это тоже для описания типов, мы берем типы из вид клиента, вот, это нормальная история. И пока что, ребят, смотрите, для новичков, да, если вы хотите как-то
начать изучать, пока что это вообще не должно вас парить, просто изучайте вот как работает TypeScript, вот. Пока что не нужно там, как его ставите с нуля и так далее. У вас все равно каждый проект уже будет с TypeScript идти. Change the name of your index.js. Так, теперь в index.html нужно также поменять. Index.html, вот, main tsx. Так, и по идее все, да, должно работать. Давайте еще раз перезагрузим, в всякий случай, приложение и проверим. Да, все так же работает. Давайте проверим теперь типизацию. Значит, перейдем к типизации. Мы сейчас весь наш проект просто типизируем. Смотрите, тут все работает, но, опять же, вызывает какие-то ошибки непонятные. Type is null, что-то ему не нравится, роутер ему не нравится. Давайте начнем с сервиса, пожалуй. Перейдем в TS. Видите, он пишет, что тут не понятно, что за айдишник. У нас будет ID string, да, потому что у нас все равно прокидывается как строка, можно пусть будет string. Дату. Смотрите, моя задача показать вам, смотрите, ребят, сейчас, да, хотел оговориться, у нас не будет сейчас полного урока по типизации, потому что мы нас не поместили в этот ролик, но моя задача показать, как вообще типизировать. Просто как такой небольшой бонус в конце этого ролика. Все-таки основу мы писали на JavaScript, сейчас просто задача показать небольшую типизацию. Значит, create, нужно указать дату, которая она будет приходить. Но для этого мы даже не знаем, как у нас вообще наша машина выглядит. Да, что это за тип такой интересный. Я обычно создаю папочку, называю ее типа types, допустим, да, types. В ней создаю, допустим, car.interface.ts. Создадим интерфейс под машину. Интерфейс iCar. Вот, у нас у машины что, помните, с вами у нас было? ID-шник у нас у нее был, number, у нее была image, строка, у нее было имя, string, и price у него был, по-моему, number, если я ничего не путаю. Да, price у нас... Не, price у нас тоже была строка, ребят, поэтому price тоже делаем строку, все. Вот это наш объект нашей машины, то есть мы описали, как у нас выглядит машина в базе данных, вот и все. Теперь это же у нас и будет являться датой, которая приходит, да, только за исключением одного нюанса, мы не передаем айдишник. Как это сделать? Новый тип создадим, export interface, или можно type, допустим, да, можно чередовать type. Дата, к примеру. Ну, лучше пусть будет интерфейс, да, я смогу сейчас экстендиться, и мне будет просто удобнее. Интерфейс, iCar data, я так назову, да. Экстендим, то есть мы расширяем за счет iCar, да. Только мы здесь вызываем пик, точнее omit, да, и уберем айдишник. Все, мы берем тот же самый iCar, только мы убираем айдишник, потому что нам айдишник не нужен. То есть, понимаете, да, когда мы создаем машину здесь, да, мы не создаем айдишник. Айдишник сам там ставится на серваке, мы это не трогаем. Все, теперь идем сюда. Здесь мы дату помечаем как iCar data. Сохранили. Все, теперь мы типизировали полностью на сервер. Ну, там ошибки сейчас будут, не парьтесь пока что. Перейдем в Home. Нам теперь нужно все поменять на TypeScript. Тут, значит, у нас... Давайте я сейчас займусь тем, что поменяю все файлы на TypeScript, ребят. Просто, чтобы у нас не ругались импорты все эти. Так. Тут прям все нужно поменять на TypeScript, иначе будет ругаться. Так. Ну, вот это даже бесполезно, на самом деле, дата. У нас все равно дата уже с сервера приходит. Ну, тем не менее, пусть будет. TSX, каталог TSX, header TSX. Роутер TSX, Hawk тоже TSX, тут тоже TS, провайдер тоже TSX, сервис TS, все остальное вроде бы TS. Окей. Так, тут сразу что у нас пишет, что у нас default value нету, да? Давайте, default value будет null, по умолчанию, собственно, логично, я думаю. Так, все, пока это здесь оставляем, да, нам здесь тип не нужен. Ну, user, да, единственное, нужно тип создать. Давайте создадим user тип, user interface, .ts, export type. TypeUser. На самом деле TypeUser у нас все очень просто. Он будет либо, я такой примитивный тип создам, либо null, либо name string. Вот и все. У нас примитивный будет максимально. Нам это вполне будет достаточно. Берем TypeUser и вставляем его здесь. Все. Children, видите, он ругается, как будто он ее не видит. Пропишем здесь functional component. Это в React, да, идет props. Передадим props with children. Не дает мне unknown. Все, теперь children не будет ругаться. И value, да, то есть value... Потому что, видите, изначально мы null задали ему, поэтому такая ситуация. Давайте мы зададим ему не совсем null, а прокинем ему... Ну, то, что мы здесь в итоге прокидываем, да, то есть это user будет у него, допустим, null, да, а set user у него будет этот... Точнее, здесь будет правильно сделать type user, да, type user. Мы сейчас же прокидываем, да, я что-то подумал, мы сейчас же не то прокидываем. Мы вот тут должны указать, да, наверное, вот так. Да, мы сейчас же не то прокидываем, поэтому здесь я укажу по умолчанию null, вот так будет. А здесь будет set user, да, пусть будет пока так. Ну да, ему не нравится, что мы прокинули, потому что он хочет такие-то значения, получать другие значения. Давай мы здесь сразу тип пропишем конкретный. Значит, type, контекст. Значит, контекст у нас будет user type user, а set user будет вот так вот. Ну, либо так, либо еще более верное решение это dispatch. Это прямо из React dispatch, set state action и уже здесь type user. Вот так будет более правильно, скажем так. И тогда type контекста передаем вот так. Все, теперь ошибок не будет. Все, это вот так типизируется контекст. Дальше, каталог. Я прям беру все, что вижу, не глядя, да, нам это не так сейчас важно. Значит, каталог, создадим здесь ему интерфейс, iCatalog.
Тут его напишем. Интерфейс iCatalog. У нас приходит дата, которая равна чему? Правильно, машинам. То есть это iCar, только во множественном числе. Вот и все. Вот наша дата, которая приходит. Тут не забываем functional component, да? И вот так. Все. Это мы тоже перезадали. Мы теперь знаем точно, что приходит там машина с таким-то айдишником, он будет number. Так, что еще? В getAll мы почти все пометили, но не совсем все. Мы не указали, что приходит здесь в итоге. А здесь у нас приходит также машина, только в множественном числе. И здесь же у нас приходит одна машина. Отлично. Точнее, ладно, не одна машина, здесь тоже массив приходит на самом деле. Помните, мы забираем элемент, поэтому также массив приходит. Все, здесь оставляем. Здесь, если у нас приходит эта штука, дата, она, видите, может быть либо car, либо undefined, поэтому он сейчас ругается, он хочет принять. Поэтому мы здесь просто сделаем проверку кое-какую. В каталоге у нас уже есть проверка, поэтому мы здесь можем принять не только, а еще undefined. Или даже не так, знаете, как сделаем, а по умолчанию будет пустой массив. Вот так. Type undefined is undefinable. Почему я не понимаю, почему is undefinable? Ну, я вопросик поставлю тогда, поставим вопросик, вот так. Все. Так, что еще? Нам нужно везде JSX поменять на самом-то деле. JSX нам нужно поменять везде на TSX. На TSX. Вот это вас ждет, ребят, когда будете планировать переносить весь проект. Вот, держу в курсе. Так. А у нас только здесь, да, получается? То есть у нас только здесь. Поэтому здесь только поменяем. И вообще, я думаю, убрать это все. Вот так. Так, идем дальше, ребят. Car Detail. Что у нас по Car Detail? У нас есть ID-шник, у нас есть by ID. Мы здесь, кстати, с вами забыли, ребят, поменять. Будет ваше домашнее здание. Я сейчас не буду специально делать. Это как раз такой маленький нюанс, который вы можете дома сделать. Попробуйте дома обернуть также в ViewSquare. Вот, у вас все для этого уже есть. Только подсказка, не забудьте там указать Enabled в настройках. Enabled, да, потому что иначе у вас будет грузиться, когда ID-шника еще нету. Вот чтобы эта проверка сработала. Так, Car. Car это у нас iCar. Здесь, видите, будет ругаться, поэтому делаем iCar. Вот так вот. Так, сохранили. Окей. Price. Что мы делаем с прайсом? Здесь опять же, тут покажу другой момент типизации, да, когда у нас обычно функция, многие так типизируют, кстати говоря, и тут уже придется вот так немножко колдовать, поэтому не люблю такую типизацию, но многие так делают, придется уже так вот сделать. Price мы указываем, что price у нас является number просто, поэтому functional component опять же, тут можно вот так указать, без интерфейса number. Хотя приходит на самом деле string. Приходит string на самом деле. Просто важно понять, приходит на самом деле string у нас, а не number. Поэтому здесь лучше перевести его плюсиком в number. Так, что у нас еще, ребят? Это мы не трогаем. Это, в принципе, тоже, да, вроде бы все здесь окей. Error message. Ошибка у нас. Какой тип ошибки? Здесь, на самом деле, все максимально просто. Ничего здесь такого сложного в этой ошибке нету. Она обычно у нас, на самом деле, стринговая, да, это ошибка. Поэтому здесь вообще не паримся. Ну, она может быть стринговая, либо вопросик, то есть может быть undefined. Так, здесь что мы делаем? Reset. Значит, тут уже интересная пошла типизация. Reset. Если вы не знаете, что за типизация, я тоже, бывает, не знаю, я все не обязан знать. Наводим сюда и смотрим. UseForm, Reset, Fields Value. И у нас тут useForm, она даже не обозначена. То есть мы даже не понимаем, какие в ней поля есть. Вот, ее тоже нужно типизировать с помощью дженерика. У нас уже есть и данные, они называются iCar Data. Вот и все. Вот наши являются наши поля нашей формы. iCar Data. Так, iCar Data прописали. Окей. Вот, наводим, теперь мы видим, что у нас здесь, видите, reset, да, useForm reset, и копируем отсюда просто. Идем сюда, reset у нас будет являться именно вот этим. Вот. Тут можно импортировать все. Дальше дату. Тут также дату помечаем, что это за дата у нас приходит. Это у нас iCar Data. Тут, значит, у нас ругается, потому что там, по-моему, должен быть массив, да? Да, должен быть массив. Не забываем, указываем именно массив. Я сам ошибся на этот момент. Но он все равно работал, в принципе. Здесь, чтобы тоже валидация у нас, по-моему, так. Submit handler, по-моему, у нас идет. Type. И здесь указываем iCar Data. Вот, по-моему, так. И теперь у нас есть data, .image и так далее. Так, хорошо, это мы типизировали. Что еще у нас, значит, тоже типизировали. Это типизировали, это тоже типизировали. Это, ну, можно тоже типизировать, в принципе. У нас теперь все типы для этого есть. Вот. Ну, только... Будут ругаться сейчас, да, потому что мы там стринговую задали, на самом деле, price. Ну, все равно данные эти уже не используются, так просто для галочки. Здесь все отлично у нас. Здесь player тоже нужно типизировать. Я специально его оставил, чтобы мы с вами могли типизировать. Значит, смотрите, у нас реф теперь непонятно, что за реф. Во-первых, по дефолту null. Во-вторых, нужно указать вот этот видеоэлемент как раз-таки. Тут указываем HTML видеоэлемент. Вот так. Тут реф, вопросик и еще один вопросик. Потому что оно бывает не существует, скажем так. Бывает undefined. Так, в каталог сделали header. Header, в принципе, все. Теперь видим, что у нас user четко является юзером. Можем посмотреть у него поля, допустим, name, да, то есть вот в чем прикол, почему это круто работает. И routing. Ну, routing, в принципе, здесь тоже все.
круто. Visa.uf, вот что мы еще с вами не сделали. Значит, вот тут нужно также типизировать. На самом деле здесь ситуация немножко сложнее, потому что мы пропсы никогда не знаем, что это за пропсы, поэтому я их поставлю any, да, то есть пропсы это вообще левые какие-то пропсы. А компонент это будет являться, собственно, нашим компонентом, да, который мы возвращаем. То есть это, по идее это React Element, по идее. Но не совсем, да. Компонент, я не помню просто, как это тип называется. Может, Component Type какой-нибудь условно. Вот, наверное, Component Type все-таки здесь больше подходит. Я уже 100 лет не делал, честно говоря, именно вот High Component. Вроде бы так. Давай проверим, где у нас он был в Detail. Да, вроде все работает безупречно. Да, здесь все отлично. Все, у нас получилось типизировать вот так. И, в принципе, ребят, наверное, все, да. Main, car, user, все. Вот такая типизация у нас прошла, ребят. Так, сейчас, ребят, перейдем мы с вами к финальному, да, это к самой структуре. Круто. Блин, ребят, какой у нас ролик получился сочный и большой. Напомню, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, колокольчик жмите, это очень важно. Хочу добить 100 тысяч до конца года и 50 тысяч в этом месяце было бы неплохо сделать. Что я хотел сказать, ребят, сейчас будем разбирать структуру, какую лучше использовать и так далее, да, что я вообще рекомендую по этому поводу. Вот, а вы же в свою очередь, ребят, прожмите лайки, да, я уже просто уставший, сори, ребят, уже немножко уставший. Напоминаю, да, набираем 1000 лайков, снимаю большой курс по Next.js, набираем 1500 лайков, снимаю по Redux Toolkit плюс RTK Query. Итак, ребят, что касаемо структуры папок, да, что я могу по этому поводу сказать? Я, на самом деле, за многие года выработал какую-то свою структуру, которую я следую, да, я их собирал из маленьких кусочков разных структур. У меня был на канале отдельный ролик по структуре папок, можете посмотреть на YouTube, да. Пишите структура папок, Red Group, посмотрите. Что я могу сказать на данный момент? Я придерживаюсь одной структуры в каждом проекте, она мне пока что не подводила и везде подходит. Значит, какая структура? Уже можно на примере этого проекта ее рассмотреть, но здесь не все папки, но тем не менее. То есть у нас идет папочка Source, в ней основной функционал идет. То есть это у нас assets, как я сказал, да, там и картинки, стили и так далее. Components, да, в ней основные компоненты. Есть папочка Screens, там все экран, то есть экран главный, экран детальной машины, корзина, оформление заказа там и так далее. UI — это то, что мы часто будем переиспользовать. К примеру, поля, кнопки, фильтры и так далее. Каталоги те же самые. Роутинг, да, обычно под него делаю отдельную папку еще. Хоки, да, это идет отдельно уже. Хуки, тут все глобальные хуки, то есть именно локальные хуки я использую внутри каждого компонента, да, а вот глобальные хуки здесь. Провайдеры, да, все, что оборачивает, все провайдеры лежат здесь. Сервисы, да, для хранения бизнес-логики. И types, вот, собственно, и все. Вот, еще бывает я использую в компонентах layout, да, то есть это вот header, сайдбар и так далее, это называется layout. И вот по поводу базовой структуры это в принципе все, да, то есть это вот то, что я использую. Если говорить уже более продвинутую, вот новичкам этого хватит, ребят, вам этого точно хватит. Если говорить более продвинутую структуру, это уже, смотрите, вот там на канале у меня недавно выходил ролик Amazon 2.0. Вот вообще грандиозный, громадный проект, можете там посмотреть структуру. Там прям большая структура, вот наглядный пример, как делать правильную структуру. Здесь просто больше рассказывать особо нечего. У React она особо тут ничего не придумаешь, да, скажем так, какой-то большой грандиозной структуры. Да и вам это не нужно, да, новички сейчас смотрят этот ролик, вам это и не нужно. Вот, теперь, какой план обучения дальше, да? Что дальше делать вообще, Макс, после этого ролика? Вот ты нам все рассказал, что нам делать дальше? Смотрите, во-первых, ребята, у меня на канале был ролик Roadmap, можете посмотреть, да, где я рассказал полный путь фронтенд разработчика от и до, с чего начинать, какие технологии изучать, какие библиотеки изучать и к чему можно прийти, скажем так. Это вот полный путь, Roadmap есть на канале. Есть более короткая версия в формате Shorts, но не такая подробная, да, есть более длинная версия в формате полноценного видео. Касаемо платного обучения, то есть рекомендую ли я там нашу платформу или нет, вот если так говорить, да, по факту. Да, рекомендую, потому что это небольшая инвестиция, всего лишь 2000 рублей, это не 50 тысяч, да, как другие курсы, там это не 100, не 200 и так далее, и вас ни на что это не обязывает, это всего лишь 1 месяц, скажем так. Вы можете просто прийти, попробовать за 2000, понравится, продлеваете дальше, не понравится, окей, уходите там, идите смотреть другой материал. Что вы, главное, получите от нашей платформы, это практику, вот и все. То есть на теорию рассчитывать не стоит, теории там не будет, она и вам и не нужна на самом деле на старте, вам нужно быстренько выстрелить и быстро найти себе первую работу. Чтобы это сделать, нужно иметь огромное крутое портфолио и уметь писать, и уметь помогать бизнесу, делать так, чтобы бизнес компании рос, и у вас была больше прибыль, соответственно, да, исходя из роста бизнеса. А чтобы это было, вам нужно просто быть самостоятельным разработчиком и уметь писать код. Чтобы уметь писать код, нужна практика. Вот и все. Вот такой круг у нас замкнутый получается. Поэтому на платформе заходите, выбираете любые интенсивы, начинаете с начинающего уровня до продвинутого, все это легко проходите без каких-либо проблем. Далее, выбирайте интенсив, который вам по душе, да, рекомендую начать все-таки для начинающих. Вот после этого ролика прям приходите и стартуете, начинаете делать приложение для
тренировок. Можно сделать с бэкэндом, можно без, это уже по вашему желанию, хотите вы бэкэнд изучать, не хотите, это как бы, ну, дело ваше. Вот, и начинаете прокачивать, собственно. Что я могу сказать? Вы на экране увидите содержание этого курса, вот для начинающих, да, и финальный результат, давайте вот, финально увидите результат, да, потом видите содержание курса, чтобы вы просто понимали, что, чему вы научитесь, да, и что вы изучите за этот момент. Также вы на экране увидите тот самый онлайн-кинотеатр, да, то есть это вот большой проект, который мы с вами разработаем уже в интенсивах для продвинутых, то есть это такой более next level, это middle уровень, скажем так. Если хотите, если вы вытянете, то можно на него стартануть, скажем так, но рекомендую начать с начинающих, скажем так. И также сейчас на экране видите содержание этого онлайн-кинотеатра, да, то есть что мы там изучим, там огромное количество уроков, это вы видите по фронту именно, есть также по бэку. Вот, и все это можно приправить еще другими интенсивами. Короче, по ссылке в описании переходите, платите 2000, кайфуйте, наслаждайтесь, не понравилось, ничего страшного, ребят, 2000 это там 2 раза ходить в магазин, вот и все. Вы ничего абсолютно не теряете от этого, но при этом можете приобрести много, вот и все. Наверное, все, что я хотел сказать. Другие какие-то продукты платные рекомендовать не могу, Udemy это просто сухой материал, какой-то сухие видеоуроки, как бы ничего они под собой не имеют. Мы вообще ушли с этой платформы, плохого качества, ужасно, можно сказать, на сайте, качество 4К, ребят. Это вообще кайф полнейший. Ну, шикарный плеер, домашнее здание и так далее. Поэтому, кроме нашей платформы, наверное, лучше ничего посоветовать не могу, вот честно вам скажу. А так, ребят, если вам ролик был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, пишите комментарии, Макс, круто и так далее, давай продолжение. Набираем 1000 лайков, я снимаю полный курс по Next, набираем 1500 лайков, я снимаю полный курс по Redux Toolkit плюс RTK Query. Рад, что вы посмотрели этот ролик. На этом все, ребят. Всем пока.